Космический завод потерял 2 миллиона рублей из-за того, что инженер поставил ионный двигатель класса А на алюминиевый корпус, а тот треснул. И самое печальное, что программа это разрешила. Сегодня мы построим такую архитектуру, которая не будет допускать подобных ошибок. И это будет самый полный гайд по архитектуре проекта на Go. Почти все видео про архитектуру проекта на Go заключаются в рассказе про хендлер, сервис, репозиторий. Ты, скорее всего, это уже слышал. Но мы пойдем дальше. В этом видео 7 этапов эволюции одного и того же проекта. Мы дойдем путь от простого CLI скрипта до развесистой бизнес-логики с DDD и SQRS. На каждом шаге ты будешь чувствовать боль от введения новых требований. И я тебе четко покажу, что вот причина, по которой нам нужно менять архитектуру здесь и сейчас. И главное, мы с тобой увидим чек-лист, когда и какой подход применять. Ну а репозиторий с кодом, который я буду демонстрировать на этом уроке, ты можешь получить по ссылке в описании. Go учит нас простоте. Пиши просто и будет замечательно. Но согласись, просто в сервисе на 500 строк и просто в сервисе на 50 тысяч строк это немножечко разные понятия. Я за свою карьеру навидался говна, и когда одну и ту же валидацию по 10 раз копируют, потом думают, а что это мы тут изменили, а там не изменили. Когда у нас по сервису вся логика размазана, а модель про себя ни хрена не знает, это, кстати, называется анимичная модель. И когда бизнес-правил становится до хрена, очень больно с ней работать. Сегодня разберемся с тобой, когда простота гошки канает, а когда ее становится мало и нужно внедрять слои или что еще похлеще. Кстати, на пятом этапе я покажу тебе паттерн, который сэкономит тебе 180 строк кода. Но прежде чем перейти к этому, нам нужно начать с самого начала и понять, что привело к этой проблеме избыточного кода. Погнали. Представь такую ситуацию. Ты работаешь на заводе, который собирает космические корабли, которые бороздят просторы вселенной. И к тебе приходит кладовщик и говорит: слушай, дружище, можешь по-братски помочь? И у меня, короче, тут CSV-шка, где я все детальки фиксирую. Сколько их, какой класс, какой тип и так далее. Вес их там фиксирую. И у меня там их так до хрена. Просто куча строк, и я задолбался там руками проверять, сверять. Самое главное, это что ему важно, какие детали есть в наличии и каких осталось 0, чтобы их заказать. Ну и он просит какой-то скриптик написать. Что ты будешь делать? И прежде чем мы начнем работать с кодом и разбираться со всеми этими условиями, я познакомлю вас с нашим репозиторием, в котором мы сегодня будем работать. Перепрыгиваем сперва на ветку main. И пока тут никакой логики нет, я просто объясню точку А, так сказать. Что я вообще рекомендую перед началом проекта у себя иметь? Во-первых, это линтер. Ну, то есть вот это вот как раз конфигурация линтера. Golang CI lint называется. И task file. Линтер, если что, это программа, которая проверяет всякие разные потенциальные ошибки в вашем коде. Или какие-то шероховатости. Ну, например, она проверит там дублирование кода, где-то вы ошибку не вернули, где-то у вас какой-то security, ну, то есть по безопасности как-то неправильно код написали. Много всяких проверок. А второе это task file. Task file, если кто-то знаком с make файлом, это то же самое. Если не знакомы, то это просто специальный файлик, который облегчает нам выполнение рутинных операций. А, например, тот же самый Golang CI lint. Его же нужно как-то скачать, его же нужно как-то запустить. То же самое касается и форматеров, которые причесывают ваш код. И вот эти три утилитки мы сейчас с вами и рассмотрим. Мы здесь сперва в отдельных переменных фиксируем конкретные версии, которые мы хотим скачивать. Фиксируем их для того, чтобы, если мы в команде работаем, что у нас у разрабов одинаковая версия у всех скачана. Вот, Golang CI lint, GCI и GoFumped. Вот конкретные их версии. А также фиксируем, куда мы их будем сохранять. Вот если что, root dir это текущая директория, корневая директория проекта, task файл сам ее подставляет. Ну и bin мы создадим под папку, которую коммитить не будем, потому что бинари коммитить не надо. И мы туда будем сохранять вот эти утилиты. Как это делается? Вот у нас есть команда install formatters. По факту она что делает? Она, ну, вот имеет такое описание коротенькое и выполняет простенький скрипт. Она делает if. Говорит: слушай, а вот этот GoFumped у тебя уже в бине есть? Если нету, я его скачаю. А скачаю его просто через goinstall. Обычная команда, которую все, наверное, знают в гошке. И сюда еще версию подставлю. И самое приятное, что перед goinstall можно указать переменную gobin с путем, куда мы хотим сохранить. И все. Вот это вот две утилиты скачивает. А дальше через формат мы можем эти утилиты запускать. С линтером то же самое. Мы проверяем, что его нет, устанавливаем через goinstall, и дальше мы его просто запускаем с тем самым конфигом,
конфигом, который я раньше говорил. В конфиг вдаваться не будем, подробности, просто там настроены определенные линтеры, которые мы будем использовать. И смотрите, а чтобы все это дело заработало, нам нужно установить на компьютер task файл. То есть просто можете в гугле ввести task файл скачать. Скачаете на свою систему, и в итоге у вас task слово будет распознаваться как отдельная утилита, которая понимает вот эти task файлы. Вот если вы находитесь в директории, где task файл лежит, вы можете просто писать task и команды, которые вы хотите. Например, вводим task формат. И смотрите, в чем еще прелесть этого task файла. Мы можем указать зависимости. Вот команда task формат, которая запускает форматеры, она, например, у нас здесь зависит от команды install formatters. То есть прежде чем запустить формат, мы запускаем install formatters. Ну и та проверяет. Если еще не скачано, мы скачиваем. Если уже скачано, он просто пропускает. Вот смотрите, хоп, видите, он устанавливать пошел. Хотя в task formatters явно этого не было. То же самое касается и task lint. Хлоп. Видите, папка bin, кстати, появилась. Вот эти утилиты. Если что, ошибка здесь выдана тупо потому, что никакого кода еще нет, и линтер такой, о чем мне анализировать? Не понимаю. Все, в принципе, базово мы разобрались. Есть линтер, есть форматеры, и есть task файл. С этой точки можем двигаться дальше. Смотрите, наш репозиторий представляет из себя то самое эволюционное развитие нашего проекта. У нас есть опорные точки. Акт 0, акт 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там будут меняться требования. Соответственно, мы сейчас находимся в акте 0. И вот здесь вот по шагам это сделано. Почему каждый акт еще на коммиты разбит? Чтобы мы, по чуть-чуть продвигались. Потому что, например, в 4-м акте колоссальное количество изменений. И если я за раз на вас выплюну этот код, вы ошалеете. Поэтому все по чуть-чуть. Давайте перепрыгнем на первый коммит нулевого акта. Что мы здесь имеем? Во-первых, тут какие-то файлы добавились, но для начала давайте про требования. Помните, да, кладовщик пришел, что-то там от вас просит. Чтобы вам удобнее было при просмотре вообще возвращаться к этим требованиям и не перематывать там видос, лишний раз не искать, в репозитории есть папочка docs. И здесь будут в соответствующих актах появляться, по сути, это ТЗ. ТЗ, что от вас хотят, в нулевом акте, в первом и так далее. И вот тут задача. Кладовщик космического завода просит утилиту для анализа инвентаря. Какие вводные? CSV-шка, разовая задача, не сервис. Что на выходе хочет? Он хочет вот так вот сделать, чтобы вы сгруппировали по типам, сколько штук и какой общий вес у этих деталей, и просто список деталей, которые отсутствуют. Просто это скриптик такой. Все. Больше от вас, в общем-то, ничего не ждется. Дальше в следующих актах вы можете заглядывать сюда и смотреть требования к соответствующим актам тут. Что появляется у нас в данном коммите? Во-первых, мы CSV-шку сюда добавили. Вот она так выглядит. Вот если что, в Golang тут вот такая штучка есть, просмотр красивый. У нас есть вот это вот айдишники, вот это вот название кораблей, это типы этих кораблей, количество и вес. Соответственно, вот, например, когда он нам говорит сгруппировать, помните, да, там было что-то в требованиях про сгруппировать, вот так вот. Тут речь идет о чем? Речь идет о том, что у нас, например, engine есть вот такой гипердвигатель X100, а есть engine ионный двигатель. И вот одного 8, другого 12, значит совокупно их 20. И общий вес там, соответственно, надо перемножить на количество. Тут вес, если что, одного, да, указан. Поскольку у нас это одноразовая история, что нам тут париться, давайте все в одном main файле-то и нахреначим. Вот у нас, если что, понятно, Go-мод появляется. Какая программа гошная без модуля, да? Вот у нас модуль, версии языка, main файл. Из чего же состоит main файл? Во-первых, мы в константу забили путь к нашему CSV файлу. Дальше мы в соответствии с колонками делаем part, то есть тоже вот ID-шник, name, type, quantity, weight. То есть те самые колонки, которые у нас есть в CSV-шке. Дальше создается служебная структура type-stats, в которой мы будем напихивать, типа количество какой-то детали, да, и общий вес. Просто для расчетов удобнее это все в структурке держать, чем отдельные параметры таскать. Затем у нас здесь перво-наперво в мейне читается этот инвентарь, из этого файла. В целом, сильно тут прям вникать большого смысла нет, поскольку мы тут не специализированный ролик про работу с CSV. Могу пару моментов подсветить. Во-первых, вот эта вот история, она очень полезна, если вы с файлами работаете, рекомендую использовать эти методы, потому что clean, например, очищает путь от всякого говна. Например, там какие-то случайные слэши дополнительные или какая-то там нечитаемые символы. В общем, используйте вот этот файл passClean для того, чтобы точно провалидировать, что все нормально с путем. И, соответственно, есть еще функция isApps, которая проверяет, что после этой очистки все-таки путь корректен. И тогда мы уже со спокойной душой можем открывать этот файл через OS Open. В общем, файлик мы открыли через специальный пакет CSV, который, кстати, является стандартным в энкодинге. И здесь энкодинг JSON, есть энкодинг CSV. То есть никакие сторонние пакеты особо тут не нужны. И дальше мы просто через интерфейс Reader читаем. Просто мы построчно проходим и считываем. Тут важно отметить, что некоторые параметры, мы их хотим в нашу структуру, да, как инты положить или флоты, то есть ID-шник, int, вес, float,
то в CSV это все из нее парсится как строки, поэтому здесь вот идут преобразования, как раз таки к чиселкам. Ну и дальше мы просто напихиваем. В итоге эта функция, она нам возвращает просто слайс деталей, которые спарсилась с CSV. Все достаточно тривиально. Затем мы эти спаршенные детали должны загнать в функцию print_load_info. Print_load_info как раз таки собирает список уникальных деталей. То есть, например, у нас в спаршенных деталях есть, что двигатель такой-то 15 штук, двигатель такой-то 15 штук, щит такой-то 15 штук, щит такой-то 15 штук. И она, короче, по сути, вот здесь вот в конце выведет тупо список уникальных типов деталей. Поэтому вот тут вот как раз создается хэш-сет по типам, и просто потом в слайсик накладывается. Банальная логика. И затем мы хотим как раз таки посчитать, сколько каждого типа деталей и кого не хватает. И вот эти функции в данном коммите не реализованы, тупо для того, чтобы мы сейчас с вами интерактивненько что-то пореализовывали. Давайте подумаем, как нам посчитать по типам, да, сколько количество деталек и их вес. Ну, я думаю, во-первых, поскольку мы должны возвращающее значение сделать мапу, где ключом является тип деталей, а value как раз тот type_stat, который содержит и количество, и общий вес. Значит, мы эту мапу должны объявить, потому что, вставка в мапу, которая не проинициализирована, мягко говоря, проблемная. Будет паника. Вот мы эту мапу объявили. Затем мы, разумеется, побежим по деталям. И смотрите, в чем штука. Мы же должны не просто, скажем так, запихивать в мапу что-то. Мы должны учитывать, что туда уже было что-то запихнуто. К примеру, мы, бегая по этим деталям, наткнулись на один двигатель, которого 5 штук. И бежим дальше, и наткнулись на двигатель, которого 10 штук. Мы же должны 10 плюс 5 сделать. Поэтому мы для начала вытаскиваем из ресса по тайпу текущее значение, текущую статистику по этому типу. И тогда мы уже можем обращаться к текущим, во-первых, count. К каунту мы можем прибавлять текущее quantity у текущей детали. К весу добавлять произведение веса одной детали текущей на ее количество. И после этого мы обновляем записи в мапе. Вы можете спросить, а что если это первый раз? Не было еще такого типа. Значит, по умолчанию мапа вернет zero value. Значит, count там будет 0, total weight тоже 0. И все нормально также отработает. Никаких проблем не произойдет. Все, вся логика. Здесь мы просто рез этот самый возвращаем. И все замечательно. Теперь find missing. Как она работает? По сути, мы должны вернуть слайс деталей, видимо, их, название, да, которых не хватает. Без проблем. Давайте мы просто, во-первых, этот слайсик создадим сперва, потом пробежимся по всем деталям. И если их количество 0, добавляем слайсик. И тут этот слайс возвращаем. Все. Дальше там эти методы используются. Вот здесь вот. И мы можем запустить и проверить, что все хорошо. Обратите внимание, двигателей 20. Не хватает вот этих. Можем проверить. Зайдем вот сюда. Смотрите, двигателей. Правильно ведь двигателей 20? Вот тут двигателей 12. И еще есть двигателей 8. Совокупно 20. Все верно. Кого не хватает? Плазменный щит ПЩ-3. Вот он. 0 их. Правильно. Криобак. 0. Правильно. Плазменная пушка. Вот она. Тоже 0. Все правильно. В итоге мы удовлетворили всем требованиям. По итогу у нас получился простенький скрипт. Архитектура, спросишь ты? Да какая к черту тут архитектура? Да и зачем она нужна? Помни главный принцип, Янгни. Он по-русски переводится типа не усложняй раньше времени. Запустил, получил результат, гуляй свободно. И тут возникает вопрос, когда стоит применять подобный подход, когда все в одном файле обычным скриптом навалено? 5 признаков. Первое. Это одноразовый запуск, какой-то анализ, расчет, миграция и прочее. Второе. Нет сетевого взаимодействия. Третье. Только ты будешь запускать это. Четвертое. Меньше 500 строк кода. И пятое. Нет никаких требований к тестированию. Если у тебя, например, все 5 признаков совпали, да не слушай никого, забей ты на эту архитектуру. Просто, четко, здесь и сейчас. Сделай необходимое действие, выполни поставленную задачу и забей ты болт. Она не должна выглядеть супер круто, изолированно, если это разовая история. Утилита понравилась кладовщику, и он рассказал об этом своему начальнику. И начальник загорелся. О, как классно! Хочу больше автоматизации. Давай так, чтобы, в браузере мои сотрудники могли заходить и не просто смотреть какие-то остатки, а прям взаимодействовать, добавлять новые детали, возможно, что-то удалять, и чтобы они, сохранялись на долгое время, а не терялись при каждом перезапуске. Ты киваешь головой, да, без проблем, сэр, все добавим. Но тут-то большинство разработчиков как раз таки и совершают свою первую ошибку. В целом, нам ничего не мешает накидать все в один main файл. У нас тут все в кучу будет. И HTTP обработки там,
и логика, и сохранение данных, и бла-бла-бла-бла-бла. Но в этом заключается проблема, потому что потяни за нить потянется клубок, как говорится. И если мы захотим менять что-то про хранение, то у нас поплывет взаимодействие сетевое или логика. Когда, короче, все вместе рядом переплетено, находятся вот эти все куски, отвечающие за разные функциональности, очень велик риск ошибки. Поэтому смотри, мы сейчас, короче, перепрыгиваем на вот этот вот коммит и будем с тобой разбираться со слоями. Есть классический подход. 3 слоя. Хендлер, сервис и репозиторий. Хендлер принимает HTTP запросы, парсит JSON и формирует ответы. Все, только за это отвечает. Транспортный уровень. Второе. Сервис. Сервис содержит в себе всю бизнес-логику. Правила, валидации, какие-то хитрые расчеты. Все это только тут. И репозиторий. Работа с данными. Будь то файлы, будь то мапы, будь то база данных. Только про данные все. Каждый слой отдельный файл, своя зона ответственности и изолированы друг от друга. Ну а теперь давай посмотрим, что у нас в каждом файле. Вот я в папочку internal создал, думаю, знакомы, да, многие в Гошке, что там в основном вся логика это и располагается. Начнем с репозиторий. Смотрите, что получается. Я создал отдельную структуру part repository. Да, кстати, скажу сразу, что мы данные все на протяжении урока будем хранить именно в мапе, хотя, конечно же, в реальной жизни, в таком типичном сервисе, речь идет про базу данных. Но поскольку база данных это отдельная большая тема, мы тут это смешивать не будем, усложнять не будем, ограничимся мапой. У нас есть мапа, в которой хранится та самая запчасть. То есть ID-шник является ключом, а value тот самый part. Мы part вот отдельненько вынесли. ID-шник, name, type, quantity. Он в файлике под названием part.go. Вот, значит, мапка есть. Есть также Mutex. Mutex защищает нас, поскольку мы делаем веб-сервис. У нас несколько клиентов одновременно могут долбиться в наш сервис, значит и в мапу могут долбиться несколько, значит нам нужно сделать какую-то защиту от race condition, чтобы у нас гонок данных никаких не случилось. И есть NextID. Ну, это просто переменная, которая хранит ID-шник последнего элемента, там, да, точнее не последнего, а последнего плюс 1, ну, чтобы мы понимали, какой следующий ID-шник мы можем присваивать новые детали, которые будет у нас добавлено. И есть функция New Repository, ну, которая, по сути, просто инициализирует мапку и NextID. Затем у нас есть метод Load from CSV. По сути, тут просто перекопирован кусок кода, который мы раньше видели, который считывает данные, как бы первичные данные с CSV файла. Детально не будем смотреть. И дальше 3 простецких метода. Нам, напомню, вот здесь вот, да, требования-то какие у нас были. Нужен HTTP API вместо CLI, CRUD операция с деталями, данные не должны теряться между запросами. Благодаря мапе мы как бы будем сохранять эти данные. А также нужно реализовать вот эти 3 метода. А значит, работая с данными, нам эти методы тоже нужно поддержать. И смотрите, мы getAll метод реализуем, create и delete. Что делает getAll? getAll, по сути, пробегается по всей мапе и складывает значение этой мапы в слайс и возвращает. Тут, разумеется, все операции делаются под мьютексами. Внимательный зритель скажет, а какого ж черта ты не используешь RV Mutex? Это типа супер круто для читающих операций. Но тут я просто решил не усложнять, и в 6-м акте мы до этого доберемся и это дело поправим. Пока просто такая условность. Метод create. На самом деле тоже ничего сложного. Нам приходит целый part, новая запчасть, да, и мы заполняем тут ID-шник. Потому что тот, кто создает, он не знает, какой следующий ID-шник. А тут мы знаем, потому что мы храним NextID. Ну и сохраняем в мапу. И возвращаем этот part. Зачем возвращать? Потому что тот, кто создавал, наверное, хочет узнать, какой ID-шник-то был присвоен. Ну и просто иногда удобно на фронтенде иметь уже целый объект, чем его заново получать. Ну а delete, собственно, что делает? Принимает, тоже все под мьютексом, и говорит, если данные есть, ну под таким ключом, мы же по ключу хотим удалить по ID-шнику, если есть, то я удаляю. Если нет, я возвращаю ошибку error not found, которую мы выше объявили. Вот она. Error new, деталь не найдена. Все. Вот такой вот простецкий репозиторный слой. Просто содержит мапу с мьютексом и 3 таких вот базовых метода. Получить все детали, создать новую деталь, удалить деталь по ID-шнику. Переходим с вами в сервисный слой. Вот этот сервис Go. По факту тоже структура. И здесь в качестве зависимости представлен указатель на объект part repository. То есть мы сюда его пробросили. Для того, чтобы у нас была возможность работать с методами этого репозитория. Вот эти getAll, create, delete и так далее. И когда, получается, мы сервисный вот этот объект создаем, нам важно принять на вход репозиторный. Все. Дальше логика. getAll parts. По факту на сервисном слое, да, тут должна быть какие-то бизнес-правила и прочего, но поскольку у нас сейчас логика супер простая и ничего у нас дополнительно нету,
мы здесь напрямую в тупую можем вызвать getAll. getAll у репозитория возвращает слайс этих самых деталек. Тут то же самое, поэтому мы даже прям в return можем запихать. Все. Тут просто такая прокси вызов. С create чуть сложнее. Сервисный create, он принимает данные о новой детали как отдельные аргументы. А репозиторный, как вы помните, просит их в виде структуры. То есть вот смотрите, мы, например, можем обратиться s-repo.create, и видите, он на входе просит ту самую структуру part. Значит, нам нужно ее создать. То есть мы можем сказать part, fill all fields. Так, ID-шник мы пока не знаем. Name, получается, подставляем вот отсюда. Type это part type. Quantity это quantity. Weight это weight. И теперь мы можем уже здесь вот этот part передать. Сам create нам вернет part уже обновленный с ID-шником. Поэтому, в принципе, мы можем part перетереть. Ну, то есть уже новым обновленным. Ну и потом вот здесь вот его просто-напросто вернуть. Что касается delete, фактически тоже он проксирующий, как и вот этот getAll parts. То есть мы по факту вот здесь прям даже в ретурне можем вызвать s repo delete ID. Все. Он нам вернет nil, если все успешно. Или ошибку, если там запись не найдена. Что касается хендлера, то логика та же самая, как и с сервисом. Только теперь здесь у сервиса репозиторный объект, а тут сервисный объект, чтобы мы могли использовать эти методы. Какие есть тут методы у самого хендлера? Ну, сам хендлер, он, разумеется, создается благодаря тому, что туда передается сервисный объект. У него есть методы register routes. Начнем с него. Сюда передается мультиплексор. По сути, вот этот служебный объект HTTP, который отвечает за роутинг трафика. На него можно регистрировать определенные обработчики. Например, мы говорим, мы хотим зарегистрировать обработчик вот такой. Что это значит? Мы, например, сервер поднимаем на localhost 8080. Ну вот localhost это адрес как бы, да, 8080 это порт. И вот если мы обратимся localhost 8080/parts, и там будет get метод, кстати говоря, в браузере по умолчанию get метод, если вы просто в браузере ведете. И тогда, если get метод, мы вызываем вот этот обработчик, то есть вот этот вот он ниже объявлен. Если же метод по такому же адресу будет post, то тогда другой мы будем вызывать, уже вот этот вот create. А если адрес будет parts и через слэш мы еще ID-шник какой-то напишем, и это будет delete метод, тогда мы вызываем уже вот эту хрень, которая пониже. В принципе, просто обычный роутинг, ну, обычное назначение обработчиков. Теперь давайте на обработчики детальнее посмотрим. Смотрите, get parts. По сути, это обычный get, который ни хрена не принимает и должен вернуть список всех деталей. Поэтому мы сразу просто топаем в сервисный слой. Сервисный слой вызывает вот этот get all parts. Тот, в свою очередь, проваливается в get all parts, которые у репозитория. Из репозитория выгребает из мапы все данные, возвращает на сервисный слой, и потом это улетает уже вот сюда. Мы здесь получаем, и нам теперь это нужно вернуть. Вот здесь вот parts в виде гошной структуры. Но по сети гошные структуры не летают. Летают сырые JSON. И поэтому мы, во-первых, выставляем хедер, что content type application JSON. Ну, чтобы клиент точно знал, что мы прислали ответ в виде JSON, а не в виде еще чего-то. И дальше мы с помощью JSON New Encoder, ну, то есть специального такого энкодера, энкодим данные. То есть энкодинг — это когда мы из гошной структуры превращаем ее в какую-то шляпу JSON-овую, которая летает по сети. Это энкодинг или сериализация, можно еще так назвать. И все, оно улетело по сети. Что касается create part. Create part немножечко другой. У него, в отличие от get part, есть body, то есть данные, которые прилетают о новой детали. И поэтому мы здесь уже занимаемся декодингом. То есть вот здесь вот мы энкодили, когда из гошной структуры какую-то кашу JSON-овую получаем, а тут мы декодим или десериализуем. То есть из каши JSON-овой получаем какую-то гошную структуру. Вот мы ее здесь вот как раз объявили для того, чтобы спарсить из боди. И вот эти вот теги JSON-овые нам помогают это сделать. То есть он берет в JSON ключик weight и значение, которое за этим ключиком прячется, засовывает в weight этой структуры. Ну и так далее. Вот этот маппинг один к одному идет. В целом имена тут сейчас один к одному совпадают, ну только если вот маленькие, большие буквы разные, да? Но можем мы разные. В JSON вообще могут поля по-другому называться, мы их смапим просто грамотно. Окей, мы все это дело задекодили. Теперь мы получили как бы в виде гошной структуры то, что нам прилетело из сети. Замечательно. Теперь мы можем вызывать у сервисного слоя create part и передавать вот эти параметры name, type, quantity, weight и так далее. Все передалось. Если есть ошибка, мы как бы видите, ошибку сразу выставляем, 500, за этим скрывается internal сервер, видите, 500. Все это улетает. Если нет ошибок, мы выставляем content type, опять application JSON. И как и было раньше,
мы инкодим данные. Тут, кстати, вот я рекомендую затенение переменных избегать. Проблем может создать, пусть и редко. И в качестве статус-кода, ну помните, да, вот эти статус-коды, типа ошибка 404 и прочее. Вот 200 ок обычно, да, говорят, типа если все хорошо, значит 200. Но вот когда ручка что-то создает новое, принято не 200 ок отправлять, а статус created, то есть 201. Вот поэтому мы 201-то и выставляем. Что касается делита ручки, тут еще все интереснее. У него боди-то нету, но у него есть pass параметр, pass value. То есть вот помните, да, мы вот здесь когда роутинг делали, мы говорили, что вот тут такой placeholder стоит. То есть вот это как бы переменная под названием ID. И мы на ее место можем подставить какой-то конкретный ID-шник, ну, когда обращаемся по сети. И мы его сейчас выпросим. То есть у самого реквеста есть метод passValue. Мы обращаемся по этому ключику, который там выше указали, ID, получаем его как строку. Ну, он же у нас как число, поэтому мы его здесь парсим, ну, преобразуем как бы в int. Он, кстати, может неудачно преобразоваться, ну, по причине того, что там не число, а какая-нибудь буква. Поэтому тут ошибка обрабатывается. И затем вызывается метод delete. Метод delete, мы передаем ID-шник, он проваливается в сервисный слой, он проваливается в репозиторный, тот обрабатывает. Если все хорошо, мы возвращаем ответ без ошибок. И статус, кстати говоря, подставляем 204. Так принято вот в этих ручках, которые делитом занимаются, 204 ставить. No content. Ну типа... контента нет уже, все удалили. А если есть ошибка, то тут важная развилка. Ошибка может быть разных видов. Первое. Например, база данных сломалась, больше не отвечает. Ну, это инфраструктурная какая-то ошибка. Скорее всего, мы попадем вот в этот вот как раз кейс. Мы вернем просто internal сервер. То есть просто 500-ку. Но напомню, что в репозиторном слое мы вот здесь делали такую штуку. Что если мы ничего не нашли, мы возвращаем свою ошибку error not found. И по-хорошему not found пользователю должно выплевываться как 404, а не 500. Ну, чтобы понятнее просто ему было. Поэтому мы здесь отдельно этот кейс обрабатываем и говорим, если ошибка, которая прилетела из сервисного слоя, там откуда-то снизу проросла, она вот как раз та самая error not found, тогда мы выставляем статус not found 404, и тогда будет все красиво. Но тут может возникнуть вопрос, а нахрена вот какой-то error is? Почему нельзя написать вот так вот, типа, если r равно error not found, все четко. Но даже Golang уже подсвечивает эту шляпу. Вот эта история, она сработает, но не всегда, к сожалению. Когда она не сработает? Вот представьте себе такую ситуацию. Из репозиторного слоя ошибка улетает вот таким вот текстом. Деталь не найдена. Но ошибку по пути до хендлера кто-то может обернуть. Какой-то префикс добавить, какую-то дополнительную информацию накинуть. И в итоге текст, он уже будет не один в один, как был здесь. А вот как раз таки вот это равно, оно пытается сравнить один в один. И если кто-то обернул эту ошибку, хрен тут будет true. То есть просто мы не зайдем в 400, хотя там 404. Все правильно, не найдено. Но мы не зайдем в этот if, потому что этот равно криво сработает. Потому что была обертка. Типа уже не такая строка. И мы выделим 500. А вот error is, он умный, он хитрый. Он рекурсивно проходит по всем этим оберткам и такой, так, подожди, вот эту обертку убрали, есть там такой вот. А эту обертку убрали, есть там такой. И если вот он все прошел и не нашел, то окей. Но он найдет, потому что мы ее действительно поставили, эту error not found, и вернет 404. Так будет гораздо правильнее, предсказуемее и все такое. То есть мы с вами доделали, и теперь взглянем на main. А main по факту очень простой. Мы создаем репозиторный объект, где у нас там мапка, да, инициализируется и next ID выставляется. Дальше мы сервисный слой инициализируем, передавая туда тот самый репозиторный объект. И хендлер, передавая сервисный объект. Затем мы загружаем данные из CSV файла, регистрируем мультиплексор, тот самый для роутинга, регистрируем те самые маршруты, создаем сервер, ну, указываем, на каком порту будет сервер поднят, что вот этот мультиплексор, который мы раньше подняли, он будет заниматься обработкой наших запросов и заданные определенные тайм-ауты. Тут подробно написано, какой за что отвечает, рекомендую их придерживаться. Ну и дальше мы запускаем listen and serve, это блокирующая операция, то есть он вот здесь вот будет тупо висеть до тех пор, пока что-нибудь там не случится, не крашнется. Если что-то крашнется, то мы просто эту ошибку в лог напечатаем и выйдем. Теперь мы можем на самом деле запустить, он у нас заработал. И, кстати говоря, смотрите прикол, вот если я еще раз запущу, он не дает, ну давайте прямо с терминала попробуем запустить. То есть go run, точка, если что, это типа в текущей директории. Вот, видите, я попытался второй раз запустить, и он мне говорит, сервер уже запущен, типа порт занят. Все так и есть. Но смотрите, какая ловкая штука есть. Есть вот такая команда, lsoft, она по сути пытается найти процесс,
который висит на порту 8080, находит его идентификатор и передает в команду kill. То есть мы просто этой командой грохаем процесс. А соответственно можем, грохнули процесс, теперь порт свободен, можем еще раз запустить. Все, запустили. Классно, работает. Но если перепрыгнуть нам с вами на последний коммит акта 1, то стоит вот еще какую вещь учесть. Я для удобства нашего использования здесь добавил E2E тесты. Этот ролик вообще не про тесты. Мы подробно про них не будем говорить. Если, кстати, интересна эта тема, то напишите в комментариях. Но стоит сказать, что я просто написал для того, чтобы мы с вами каждый раз не тыкали там в постмане в каком-нибудь или курлом, типа все ли наши ручки правильно работают. Я просто написал тест, API-тест, которые, все наши сценарии прокликивают. Они используют HTTP-тест, то есть они прям как будто по-настоящему поднимают HTTP-шку и дергают ручки. Чтобы запустить это дело, есть, вот такой вот task, E2E tests. То есть нам достаточно здесь вот написать task, E2E test, enter, и мы видим, что все ручки проходят. Все успешно тесты проходят. То есть возвращаем пустой список, возвращаем список деталей, создали деталь с невалидным JSON, возвращаем 400, удаляем деталь, не найдена деталь, и так далее. То есть все вот эти вещи, они тут проверяются, и они сейчас валидно работают. Все здорово. Вот теперь возникает вопрос. А почему именно 3 слоя? Почему не 2, почему не 4? Откуда взялось именно 3? Смотри, тут на самом деле все просто. У тебя есть 3 причины, по которой ты меняешь код. Первая. Транспортная. Ты, например, захотел поменять HTTP на gRPC. Или там было CLI, стало HTTP. И в итоге получается, что хендлерный слой это все изолирует. Мы спокойно меняем транспорт, не затрагивая бизнес-логику и работу с данными. Второе. Хранилище меняется. Сегодня использовал мапу, завтра Postgres, послезавтра Mongo и так далее. Репозиторный слой это изолирует и никак не аффектит, никак не ломает вот эти изменения, нашу бизнес-логику и наши хендлерные операции. И третье. Сама бизнес-логика, которая содержит всякие там валидации, правила, расчеты и прочее. Все вот это вот мозг нашего бизнеса. Она, эта бизнес-логика, в сервисном слое изолирована от правил маршрутизации, роутинга и хендлерских обработок и от правил обработки данных в репозиторном слое. 3 причины. 3 слоя. Все логично. Давай четко. Когда нужны слои? Когда у тебя появились HTTP или gRPC. Второе. Когда у тебя появилась база данных, кэш там или файлы. Третье. Нужно юнит-тестирование. Чуть позже мы поймем, зачем нужны слои для этого. И последнее, если у тебя больше одного разработчика, наверное. Когда слои точно не нужны? Когда у тебя одноразовый скрипт. Запустил, забыл. Нахрена там вообще что-то городить? Написался в одном файле и дело с концом. Меньше 200-300 строчек кода. Да даже меньше 500 нормально будет в один файл напихать. И нет никакого сетевого взаимодействия. Как правило, там все достаточно проще в CLI-ках. Бывают исключения, конечно. Все работает отлично, начальник был доволен. Но проходит неделя и звонок по телефону. Начальник на трубке весь в панике. Произошло ЧП. Я говорю, что случилось? Он говорит, ты чё? У нас 500 двигателей списало. И чё? А было-то нифига не 500, теперь минус 327 на складе. Какого хрена? А проблема-то вся в том, что валидации у нас не было. Потому что валидация это отдельная история. Итак, прыгаем, мы, получается, уже во втором акте на самый первый коммит. Какие требования у нас на этом этапе? Во-первых, нам нужно сделать так, чтобы нельзя было списывать больше, чем есть на складе деталей. Понятные сообщения об ошибках. И бизнес-логика должна быть тестируемая без HTTP. Тут у нас новый endpoint появляется как раз, который списывает детали со склада. У нас он уже в нашей истории появился чуть раньше, и мы обосрались без валидации. Теперь надо тоже будет его добавить. Вот этот пункт чуть более сложный, мы его отдельно и будем разбирать. Но сперва с валидацией. Казалось бы, в чем проблема? Давайте сперва мы определимся с тем, что добавили ручку вот эту withdraw. Мы ручку delete убираем, и весь код, который к ней был причастен, потому что нам она оказалась бесполезной. Мы заменяем это на withdraw, который принимает ID-шник и количество деталей, которые надо списать. И мы просто под mutex ищем, есть ли такая деталь. Если что, уменьшаем ее количество. В сервисном слое максимально простецкое проксирование, как с делитом также было. И самое интересное в хендлере. Казалось бы, а чё проблема-то в чем? То есть withdraw, по сути, ID-шник принимает, так же, как и метод delete, мы его распарсили, так же, как и в методе create, мы body вытащили, в этом body всего лишь один параметр, это количество. И дальше мы говорим, окей, проверяем, что количество точно больше нуля, потому что если это 0, тупо списывать 0. Если это меньше нуля, у нас логика поедет, минус-минус будет, шляпа какая-то, и что значит списать минус 2. Дальше нам нужно проверить, что деталей хватает.
Допустим, мы бы реализовали метод getById. По айдишнику получили деталь, вытащили у нее количество, сравнили с тем, что хотим списать. Если это количество, которое мы хотим списать, больше, чем у нас есть, то мы ошибку возвращаем. Видите, понятная ошибка. Что тут вот понятная ошибка была. Вот здесь вот. Количество должно быть больше нуля, да? Статус BET request. Ну, то есть это 400-ка, самая обычная. И тут тоже было бы 400-ка с фразой вот такой. Нет деталей, доступно столько, запрошено столько. И все, и потом уже withdraw вызываем. Все вроде здорово. Давайте вообще просто реализуем тогда без проблем этот getById. Начнем с репозитория. То есть, по сути, мы вот здесь вот в репозитории без проблем этот getById вот так вот реализуем. То есть под локом, разумеется, берем, проверяем, что есть или нет это в репозитории. Если нет, то ошибку возвращаем. Если есть, все. Вот максимально простецкий метод в репозитории. По айдишнику получили деталь. Теперь в сервисном слое то же самое. Обычный практикующий метод, только он просто getById без parts. Хоп, все. Тут никаких дополнительных правил нет. И теперь у нас вот это добро перестало подчеркиваться. И это добро даже теперь скомпилируется. Смотрим, скомпилировалось. А самое приятное, что у нас уже тесты-то в E2E соответствующие есть, поэтому давайте вместе с тестами проверим. Все работает. Вот те самые withdraw тесты все работают. И 400, и несуществующая деталь, невалидный ID, меньше нуля и бла-бла-бла. Все есть. Все работает. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Но есть нюанс. Потому что как бы вопросы архитектуры и вопросы валидации, которые все эти можно включить в этот дискурс, они лежат не в плоскости того, что программа не компилируется, а в том, что программа, она удобная и пригодная для дальнейшего развития. По сути, разговаривая про валидацию, можно выделить два ее типа. Первая – структурная, вторая – бизнесовая. Структурная валидация – это такая, как вот эта, да, когда мы проверяем корректность введенных данных. Ну, к примеру, вводим e-mail, мы проверяем, что там есть собака, там домен и так далее. Ввели пароль, мы там проверяем, что их там больше 8 символов и так далее. Ну, в общем, вот это вот все. Это, по сути, структурная валидация, которая к бизнес-логике большого отношения не имеет. Конечно, она очень важна, но напрямую к бизнес-правилам она не относится. Напротив, вот эта валидация, она как раз-таки относится именно к бизнесу, потому что бизнесовая штука – это запчасть. У нее есть количество. Ну, значит, мы проверяем это количество, сверяем там с входными данными, нам нужно для этого в базу сходить. Вот это уже бизнес-валидация. По-хорошему. Нужно эти валидации разделять. В чем прикол? Прикол в том, что структурная валидация, она завязана на входные данные, которые, в свою очередь, ну, их вид, завязан на транспорт. То есть, если мы сейчас меняем HTTP на какой-нибудь CLI, в принципе, нам так или иначе придется переписывать эту валидацию, потому что входные данные немножко иначе могут выглядеть. А бизнесовая валидация, она от транспортного слоя должна быть независима, потому что она работает с бизнесовыми составляющими. Как бы от того, что мы HTTP на CLI или на gRPC поменяем, у нас запчасть запчастью быть не перестанет. У нас не перестанет быть количество. Поэтому логично вот эту вот историю закидывать в сервисный слой, потому что там все, что связано с бизнес-логикой. А вот структурную валидацию оставлять в хендлере. То есть вот это мы просто переносим в ручку withdraw. Вот здесь вот. Тогда все будет здорово. И нас это обезопасит. То есть еще разочек запомним. Структурная валидация, она в хендлерах. Бизнесовая валидация, она в сервисном слое. Но для выполнения всех требований нам этого недостаточно. Безусловно, мы выполнили требование, что списать больше теперь нельзя, у нас понятное сообщение об ошибках, но бизнес-логика должна быть тестируемой. И вот в чем цимис. Вот мы, если в сервисный слой заглянем, то увидим, что вот здесь вот используется конкретный тип. То есть мы в part-сервис засовываем репозиторный объект конкретного типа. То есть вот этот тот самый part repository, вот он, со своими методами, все круто. Но проблема в том, что если у нас, например, возникнет ситуация, что мы хотим протестировать бизнес-логику. Мы сейчас углубляться в то, как именно тесты писать не будем, мы идеологически как бы углубляемся. Сами юнит-тесты, как таковые, пишутся именно на бизнес-логику, то есть на сервисный слой. Они стараются изолировать влияние вот этих репозиторных слоев или там хендлерских слоев. То есть мы в юнит-тестах по-настоящему писать в базу там, или в нашем случае в мапу не должны. Мы должны какую-то заглушку использовать. Но проблема-то в чем? Когда мы будем тестировать, например, метод createPart, нам его же вызвать надо. А если мы его вызываем, мы потом у объекта репа будем вызывать create. И он, собака, напишет в эту мапу. Как нам этого избежать? А значит, вот этот репа, который мы вот здесь объявили, должен быть другой в тестах. Ну, другой какой-то. У него должен быть вот этот метод create, у этого другого репа,
быть, ну не знаю, который ничего не делает. Ну, например, мы возьмем где-нибудь отдельно, сделаем вот так вот type, напишем part, test, repo, не знаю, что-нибудь такое, struct. Ну и там, не знаю, у него тоже будет метод create. И он, допустим, ни хрена не делает. Только он там part должен возвращать, да, правильно? Вот так вот. То есть просто какая-то заглушка. И мы бы тогда взяли бы, вот сюда бы подставили, и все бы было классно. Ну то есть вот он здесь бы вызывался. Ну он подчеркивает красным, потому что еще не реализованы некоторые методы, но неважно. Все, круто, вроде работает, мы подделали, да? Но проблема-то в чем? А как вы будете это вообще в жизни-то использовать? Ну, сидите вы такие с обычным кодом, part repository, потом такие, надо протестить. Берете, короче, в коде прям меняете вот эту хрень, запустили тест, протестили, у вас там прошли тесты, потом опять меняете на обычный part repository, вот так вот, да, и типа, о, все классно, можем коммитить. Как это дерьмо будет на пайплайне работать, вообще непонятно. А так вы будете постоянно забывать, случайно с тестовыми закинете данными, в итоге в продакшене вместо того, чтобы в базу писать, будет в холостую работать. Это все очень плохо. То есть нам нужно добиться того, чтобы вот здесь вот ничего не менять, чтобы все само автоматом происходило. И вот эта вот история происходит как раз-таки за счет интерфейсов, которые есть в Go. А теперь давайте посмотрим, как с интерфейсами работать. Для этого перепрыгиваем вот на этот коммит, произведена реструктуризация, и внимательно изучаем. По порядку. Давайте сейчас все закроем тут, чтобы не мешалось. Во-первых, мы все вот эти вот слои, репозиторные, сервисные и так далее, выделили в отдельные пакеты. Ну, просто для удобства. То есть мы репозиторный файлик закинули в подпапку репозиторий, сервисный сервис, тест, ну, просто тесты спрятали, модель, ну, это вот эта наша вот структурка с деталью, и хендлер в хендлер. Ну, ошибки тоже в ошибки. А main файл запихали, как это принято, в CMD. То есть в корне проекта CMD, вот он main файл. Вот, теперь давайте разбираться, как работает с интерфейсами устроено. Репозиторный слой. В принципе, все то же самое. Все как и было. Тот же mutex, та же мапа. Вообще тут ничего не изменилось на самом-то деле. Тут вообще 0 изменений. Все один к одному. Все, что было, так и осталось. Теперь перебрасываемся в сервисный слой. А тут уже интересней. Обратите внимание, сверху представлен какой-то интерфейс, и вот здесь вот этот интерфейс уже используется. То есть смотрите, мы в качестве репа у сервисного слоя уже используем не указатель на конкретный тип, а на интерфейс. Интерфейс по сути является таким контрактом, по сути тупо обещание. Мы говорим, что вот мы создаем интерфейс под названием part repository и говорим, обещать вот этот интерфейс должен 4 метода, которые выглядят так. Принимают int, возвращают parter, ну и так далее. Вот все эти 4 метода. Вот тот, кто выполняет все эти 4 обещания, все эти 4 метода реализовал, он целиком и полностью удовлетворяет интерфейс. Больше методов может быть. Самое главное, минимум реализовать. И вот давайте посмотрим. А вот наш вот этот конкретный репозиторий удовлетворяет? Ну, даже можно так экран разделить. Вот у нас интерфейс. Get by ID. Есть ли? Смотрим. Есть. Withdraw. Есть? Есть. Get all. Есть? Вот он. Create есть? Есть. Все есть. Значит, наш репозиторий удовлетворяет этому интерфейсу. И даже этому не мешает, что у него есть какой-то там load from CSV. Это его личное дело. Отлично. Получается, что мы вот в этот конструктор наш конкретный репозиторий можем передать как объект интерфейса. Он схавает, все будет хорошо. И вот в мейне как раз таки мы это видим. Вот он, репо создается, и в сервисный слой пробрасывается, ничего не подчеркивается, потому что он удовлетворяет интерфейсу. И теперь вот раскрывается та самая фишка для тестов. То есть по сути мы можем опять той же самой фигней заняться. Взять и сделать фейковую реализацию. Ну, например, смотрите, делаем тот самый наш трюк, part, тест, что там, репо, да? Вот. И дальше наша задача в тупую взять и все это вот эти методы реализовать. Ну, то есть мы можем вот так вот. Так, значит, вот так, 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 так. Ну и скобочки фигурные, хлоп. Готово. Ну и теперь просто ретурны сделаем, да, какие-то, ну, дефолтные, просто, которые ни хера не возвращают. Return nil, в данном случае тоже можно return nil, и в данном случае return вот так вот. Все. Теперь вот этот репо, он тоже удовлетворяет интерфейсу. И когда мы используем, пишем тесты, мы можем тупо взять и что сделать? Мы можем взять и написать какой-нибудь объект, ну там сервис, тест-сервис, и сказать, что мы его объявляем через вот эту вот new part сервис и передаем туда вот этот вот тестовый объектик.
И видите, он вообще не ругается, потому что ему насрать, какой конкретно тип там пришел. Главное, чтобы он удовлетворял контракту, который задал этот интерфейс. Самое это главное, это ключевое. Если удовлетворяет, все, базару Джексон, никаких проблем с этим нету. И вот на самом деле, если мы перекинемся, вот это наши данные мы сейчас подотрем, и перекинемся в последний наш коммит, то там вы увидите вот этот сервис-тест, вот он, я создал тоже структуру, которая как-то там хитро реализует вот эти вот методы репозитория. И все, он удовлетворяет. Дальше тесты написаны, которые просто подменяют реализацию репозиторного слоя. Без всяких там мьютексов, map, все четко работает. Отлично. И теперь фишка-то в чем? Вот все вот эти вот заглушки специальные для тестов, они еще иногда называются моки. И есть специальные инструменты, которые позволяют их автоматически генерировать, чтобы не каждый раз не писать вот эту вот фейковую реализацию, там метод изменился, нужно еще дописать. Есть специальные моки. В этом ролике мы рассматривать их не будем. Если интересно, опять же повторюсь, про тесты, пишите об этом в комментариях. Ну а теперь про интерфейсы. Стоит еще парочку моментов сказать. Есть на собесах тоже любят спрашивать, в том же самом Озоне, а где же располагать интерфейсы? Это весьма дискуссионный вопрос. На самом деле есть три подхода. Один из них неправильный. Первый вариант, то как мы сделали. То есть мы располагаем интерфейс сугубо там, где он используется. Вот мы его хотим здесь использовать, мы здесь его и расположили. Все. Это идиоматичный подход для Go. Ну, то есть создатели Go сами говорят, лучше так делайте, вообще классно. Есть второй вариант. Что если с реализацией? Я вот здесь бы его разместил. Ну, мы же реализацию здесь делаем, ну, нашего репозитория-то, да? Почему бы здесь и не разместить? Классная тема. Но это проблема. Потому что если появится еще одна реализация, как вот у нас было, да, еще одна реализация моковая. Ну, то есть у нас вот есть реализация вот этой репозиторий, и есть реализация вот эта вот фейковая. И возникает вопрос, какого хрена интерфейс, который является как бы сущностью над этими реализациями, контракт, находится в одном пакете с одной из реализаций. Почему такая несправедливость? Почему именно у нее? Короче, зависимость от конкретики получается. И вот этот как раз вариант, он неправильный. Не делай так. Руки оторву. Но есть вариант промежуточный, который тоже в принципе валиден. И там уже дело вкуса. Можно сделать вот так. Под пакет, например, part, переместить туда репозиторий. И у нас уже репозиторий как бы находится в пакете part, получается, в таком, да, вот, который тут вот находится. А здесь в корне папки репозиторий мы создаем, допустим, ну не знаю, файлик interface и сюда его суем. Все. И теперь в сервисном слое мы можем уже здесь вот, допустим, убрать интерфейс и обратиться к тому, который указан там. Ну, то есть, большой разницы тут нету, дело вкуса. Но есть плюсы и минусы у того и другого подхода. Плюсы вот этого подхода, который мы сейчас с вами исполнили, в том, что у вас, если несколько репозиториев, несколько интерфейсов, они все рядышком тут лежат. Очень удобно к ним обращаться, их не надо долго искать, они все тут представлены. Но в то же время, как правило, эти интерфейсы содержат сразу все методы, которые есть в репозитории. Ну, за исключением каких-то служебных. А когда мы их указываем, например, по месту использования, то есть вот здесь вот, мы можем указывать только те методы, которые нам нужны. Ну, предположим, нам create был бы не нужен. Ну, не знаю, не создаем мы ни хрена. Мы просто его убираем и все. И вот смотрите, да, тут как раз он сейчас будет красным подчеркивать, потому что его тут нету. То есть он как бы у репозитория-то есть, но интерфейс выступает в роли такой маски над всеми этими методами. То же самое тут метод load недоступен. Убираем getAll, доступны только два метода. Ну, то есть вот если мы точку нажмем, да, видите, только два метода. То есть он некоторую защиту тоже предоставляет. Окей. Что еще стоит важно знать про интерфейсы? Есть на самом деле три best practice, которые стоит уяснить. Первый best practice заключается в следующем. Вот он, в общем-то, тут ярко представлен. Принимаем всегда интерфейсные типы, возвращаем конкретные. То есть, смотрите, как зависимость мы принимаем всегда интерфейсный тип. Для того, чтобы можно было эту зависимость подменить какой-то другой реализацией. Но возвращаем мы всегда конкретный тип, чтобы не обрезать поведение объекта. Потому что, смотрите, вот, например, репозиторный, да, у него есть методы и load, и getAll, и все на свете. Если бы мы здесь вернули его как интерфейс, то наш интерфейс, напомню, не содержит load, то значит у того, кто создает этот объект, вот этот вот, просто вообще физически доступа вообще никогда не будет к load from CSV. Нахрена? Он здесь должен вернуть максимально всеобъемлющий объект, а тот, кто уже будет его использовать, сам решит, как его ограничить. Только два метода ему дать доступных, или 10, или как угодно. Это первый best practice. Второй best practice. У тебя, когда ты используешь интерфейсы, должна быть приватная структура и публичный метод new. Это позволяет нам развязать руки и более жестко регулировать правила. Смотри, если у тебя приватная структура, значит,
из другого пакета нельзя сделать что-то похожее. Ну, то есть вот так вот, например, нельзя сделать, типа ampersand, part, repository. Так нельзя будет создать, потому что недоступен тип. Можно только через функцию new. И это прекрасно, потому что функция new дополнительную логику содержит. В данном случае инициализация мапы и инициализация nextID. Если бы создали бы не через new, там бы уже все поплыло. Ты вызвал бы метод create, там бы паника упала, потому что мапа не инициализирована и так далее. Короче, приватная структура и метод new. Ну и третье правило, третий best practice, старайся интерфейсы делать маленькими. То есть, если у тебя интерфейс разросся там 15 методов, 10 методов, то уже время подумать о его реструктуризации. Они должны быть коротенькие, маленькие, ну, тем самым ограничивая поведение и возможности объекта. Давай небольшой чек-лист, когда стоит использовать интерфейсы, а когда не стоит. Интерфейсы нужны, если ты собираешься мокать зависимости в тестах, как мы это с тобой сейчас проделали. Либо же у тебя возможна смена реализации. Например, используешь сегодня мапу, завтра Postgres. Или же у тебя по логике есть несколько реализаций одного и того же интерфейса. Контракт один, а реализация под капотом у них разная. Когда интерфейсы не нужны? Если у тебя строго одна реализация, и ты вообще точно уверен, что никогда не будет ничего меняться. Второй вариант, у тебя типичный CRUD сервис, который, ну, ни хрена не делает, просто там базовые операции. Нахрена усложнять? Ну и, конечно же, ситуация, когда ты городишь интерфейс ради интерфейса, тоже довольно странная. Не надо усложнять раньше времени. Все прекрасно, валидация работает, инцидентов больше нет, но начальник отдела нащупал аппетит к развитию разработки и говорит: слушай, ребят, ну было бы классно еще иметь историю операций, ну кто когда что там запрашивал и делал, а также автоматизировать сборку кораблей. То есть, ну, резервировать детали на складе, собирать корабли, списывать эти детали, сами корабли формировать. И возникает вопрос, куда все это пихать? Все в один и тот же сервисный слой? Нет. Отлично, мы перепрыгнули на первый коммит третьего акта, и давайте повнимательнее почитаем ТЗ. Задача. Нужна история операций, записывать каждое изменение деталей, кто, когда, сколько, и сборка кораблей, резервировать детали, собирать корабли и отменять сборку. Вводные, значит, начинаем собирать космические корабли из деталей. При сборке резервируем детали, нельзя использовать для других кораблей. При завершении списываем детали окончательно и при отмене возвращаем детали на склад. Ключевое требование: два менеджера не должны зарезервировать одни и те же детали, атомарность. Ну и нам тут, в общем-то, говорится о том, какие API будут. Ну, вот эти вот API у нас уже были, да, ну, ручки. У нас получается сборка, да. Должна быть пост ручка assembly start, начало сборки, резервируют детали. Тут впоследствии будет просто понятно, да, что конкретно там происходит. Ну, в данном случае, пока дальше будем усложнять, ну, на данный момент мы в старт как бы передаем все детали, которые хотим зарезервировать. GetAssembly показывает список кораблей, GetAssembly ID конкретный корабль, PostAssembly ID complete завершает сборку, ну, списывает детали, ну и cancel, разумеется, отменяет. В принципе, логика понятна. И давайте теперь попробуем в рамках этого коммита наворотить этой дополнительной логики. Ну, наверное, стоит начать с того, что мы же всегда с репозиторного слоя начинали. Ну и давайте оттуда его и будем плясать. Получается, коль у нас появляются космические корабли, нам их нужно как-то сохранять. Поскольку у нас репозиторный слой раньше был один, ну, просто repository.go в рамках папки repository, все было удобно. Но теперь, очевидно, у нас будет другое хранилище, да, с космическими кораблями, отдельно мы хотим как-то это дело хранить, какой-то, не знаю, отдельная мапа, ну, в рамках Postgres там это будет отдельная таблица, но тем не менее. Логично в нашей папке, вот этой вот repository, выделить просто под папку part и spaceship. То есть в part мы то, что у нас было, туда просто переместили. Вот наш самый репозиторий с мапой, с nextID и со всеми теми методами, да, которые там были. То есть getAll, getById, create и withdraw. Резерв и все остальное мы чуть позже изучим. Нас пока интересует spaceship. Что такое spaceship? По сути, еще один репозиторий, который у нас будет заведовать космическими кораблями. А что он из себя представляет? На самом деле, примерно то же самое, ну вот я имею в виду вот здесь вот структурно, что и репозиторий, хранящий наши запчасти. Только в данном случае мапа айдишник — это айдишник корабля, ну ключ мапы, а value — это model spaceship. То есть мы в model, а тоже отдельный файлик сделали spaceship, где написали, ну из чего, в общем-то, корабль космический должен состоять. Это айдишник, имя этого корабля, статус этого корабля. Статус может быть в трех вариантах: in assembly, то есть в сборке, completed или cancelled, ну то есть отменили. Потом у него есть здесь
список запчастей, которые как бы зарезервированы. Тут айдишник детали и количество деталей, которые мы зарезервировали для этого корабля. Ну и время создания. Теперь давайте к методам Spaceship. То есть тут у нас все то же самое примерно как и в парте. Давайте на методы посмотрим. У нас есть только один метод. Создание космического корабля. Он тупо принимает вот этот вот Model Spaceship и под мьютексом записывает это в мапу. Все. Больше методов дополнительных мы тут не изобрели. Только этот один метод. Теперь давайте посмотрим на методы в парте. Ну то есть part repository. Что же там добавилось помимо тех 4, что уже были ранее? Добавился метод reserve. Он принимает айдишник детали и количество этой детали. Проверяет, что айдишник такой существует в мапе. Если нет, то ошибку выбрасывает. И если существует, то в графе reserved, а это новая графа в парте. Смотрите, у нас запчасть раньше ее не содержала. Это та самая новая графа. То есть у нас раньше было quantity, то есть только количество деталей на складе. А теперь еще есть reserved. Это количество зарезервированных деталей. То есть смотрите еще разочек. В quantity мы будем хранить, сколько деталей свободно плюс зарезервировано, то есть общее количество. А в зарезервированных количество зарезервированное. Ну, к примеру, смотрите, на складе у нас лежит 100 деталей. И вот если у нас на складе 100 деталей, значит quantity вот этот вот, он равен 100. Reserved на данный момент равен 0. Потом, допустим, кто-то приходит и говорит, хочу зарезервировать 30 деталей. Отсюда получается quantity так и остается 100. Потому что общее количество пока не изменилось. Reserve действительно становится 30, потому что его зарезервировали. Доступных деталей, availability, да, available 70. Ну, то есть это просто общее количество минус reserves. И получается, если мы, к примеру, completed assembly, то тогда мы quantity уменьшаем, reserve опять 0, availability 70. Я думаю, тут понятно, да? То есть мы просто вычислили отсюда, reserve освободили, общее количество есть. Если бы мы вот здесь вот вместо complete был бы у нас cancel, тогда у нас получается quantity опять бы стало 100, reserved 0, availability 100. Ну то есть мы просто вернули бы, ну в смысле освободили бы reserved, вот и все. Логика, я думаю, ясна. Теперь давайте посмотрим, как сам reserved работает. Да он в общем-то просто-напросто quantity вот этот вот, который нам пришел, добавляем в reserved и все. То есть мы зарезервировали и все, увеличили и больше особо-то ничего. А, да, и совсем забыл сказать. Как раз таки у парта, видите, вот этот вот available метод-то есть, который вычитает из quantity reserved. Окей, с репозиторным слоем разобрались. Теперь давайте посмотрим, какие у нас видоизменения получились в сервисном слое. Пока мы решили, что в сервисном слое будем наваливать все в один файл. И посмотрим, к чему это приведет. Смотрите. В чем штука? Во-первых, у нас в самом сервисном слое раньше был part repo, да, мы к нему ходили, обращались к его методам. Теперь мы юзаем ship repo. У нас же 2 репозитория теперь стало. И для него мы здесь также отдельно создали интерфейс репозиторный, в котором всего лишь один метод create. По месту использования являем интерфейс, все как раньше обсуждали. А в интерфейс part repo как раз в этот reserve добавился, потому что он тут понадобится. Все тут есть, все хорошо. Они оба прилетают к нам в конструктор откуда-то свыше, ну, видимо, из мейна. И все, мы тут их проинициализировали. Дальше идут методы, которые, в общем-то, не изменились. Get all parts такой же, create part, withdraw, все такое же, как и раньше. Единственное, добавился метод start assembly. То есть тот самый метод, который инициализирует сборку. Давайте посмотрим, что он делает. Тут комментариями, кстати, уже отмечены какие проблемы. Ну, это так, чтобы вы, если что, этот коммит, допустим, открыли, не думали, что это качественный код, вы понимали, что еще есть какие-то проблемы. Чтобы тут лишнего дерьма не наделать. Мы пробегаемся по запчастям в цикле. То есть мы на входе получили те самые запчасти. Их айдишники и количество, которое нужно зарезервировать. Пробегаемся по каждой запчасти, по ее айдишнику получаем саму вот эту вот запчасть из репозитория. После этого мы обращаемся к ее методу available, ну то есть сколько количество какое доступно. Если это количество доступное меньше, чем нас просят зарезервировать, то мы возвращаем ошибку. Ну мы новую ошибку добавили, are not enough parts, то есть недостаточно деталей. Ну мы ее еще раньше добавили, просто не акцентировал внимание. Вот этот цикл, по сути, обычная бизнес-валидация. То есть если в случае withdraw мы проверяли только для одной детали вот эту вот историю, сопоставление количества, которое хотят зарезервировать, и количество, которое есть, то теперь для кучи деталей. После этого мы также в цикле для каждой из деталей вызываем метод reserve, ну и резервируем их, то есть меняя значение поля reserve. Отлично.
Потом мы собираем модельку корабля, то есть имя нам пришло заранее, ну то есть вот здесь вот во входных параметрах. Статус мы выставляем assembly, потому что он только начал собираться. Запчасти, ну те, которые прилетели, мы их передаем. Ну и created time now выставляем и не паримся. И дальше у shiprep вызываем create, у нас возвращается созданный корабль, и мы возвращаем наверх ID-шник, потому что согласно контракту мы просто должны вернуть ID-шник нового корабля. И теперь нам остается только лишь вот этот метод сервисного слоя в хендлере заюзать. Переходим в хендлеры. Тут тоже все пока в одной кучке. Только единственное, я регистрацию роутов вынес в отдельный файлик routers.go. И вот смотрите, вот зарегистрирован наш новый маршрут. То есть post метод assembly start, как в общем-то в ТЗ и было прописано. И он вызывает вот этот вот самый хендлер. Давайте сразу в него и прыгнем. Что он делает? Он по сути из входного JSON декодит данные вот в такой вид. Имя и слайсик вот этих вот резерв part. Ну, все то же самое. Обычная десериализация данных из JSON в гошные структуры. Дальше идет структурная валидация, что имя не пустое и что количество деталей, которое было передано, не равно нулю. Все четенько. Структурная валидация, как мы и раньше говорили, у нас в хендлер слое. Потом, получается, бизнес-валидацию мы уже смотрели в нашем сервисном слое. Мы вызываем start assembly, все передаем. И тут дальше мы обрабатываем ошибки, которые могут прилететь. Ведь нам из сервисного слоя могут прилететь как not found, прямиком из репа слоя, да, так и то, что запчастей не хватает. Мы почему их отдельно обрабатываем? Потому что на not found мы хотим 404 повесить, а вот на этот мы хотим просто 400 повесить. Ну а в случае, если это не то и не другое, то просто 500. И обратите внимание, что каждый кейс обрабатывается также через RIS во избежании ошибок при оборачивании ошибок, как мы раньше отмечали. Ну и после этого мы ставим content type, status created, ну и в общем-то в ответ отсылаем ID-шник в виде JSON, да. Ну то есть будет JSON с полем ID и со значением ID, которое было присвоено в репослое. Окей, давай попробуем запустить это все дело. Опять заходим в CMD, main, запускаем. Main, кстати, особо-то ничего и не изменился. Единственное, только нам тут пришлось Spaceship Repository инициализировать и пробрасывать в сервисный слой. А в остальном все то же самое. Запускаем. Он работает, все отлично. Теперь давай попробуем тесты запустить. Насколько я помню, тут тесты уже обновлены. Вот тесты вот эти вот. Assembly, все кейсы тут тоже покрыты. Все вроде хорошо. Все более-менее работает. Но, как и водится у нас, архитектура не про то, что все запустилось и работает, а про качественное эволюционное изменение проекта. Не, ну в принципе выглядит это довольно-таки симпатично, ну то есть не сказал бы, а что, у нас тут просто дополнительный метод появился, никаких проблем особо, ну пока не видно. Но мы еще не реализовали все ручки. По ТЗ напомню, что нам кроме вот этой ручки нужно еще 4 вот этих реализовать. Давайте попробуем перепрыгнуть на следующий коммит. Прыгаем на следующий коммит. Опять же, начинаем с репозиторного слоя. У самого Spaceship добавился метод getById. Ну, в точности такой же метод, как и у деталей. Просто получаем или возвращаем ошибку, что не найден корабль. getAll один в один. Просто в слайсик напихиваем из мапы, возвращаем. И есть save. Save, по сути, принимает текущую версию кораблика, вытаскивает у него ID-шник и пытается перетереть объект. Ну, соответственно, если он есть. Ну, то есть, по сути, это такой апдейт. Тут все понятно. Какие-то изменения были ли в парте? В парте у нас был reserve, все окей. Но тут добавился еще пару методов. Release reservation и commit reservation. Что они делают? Release reservation, его логично вызывать, да, когда, например, у нас отмена сборки случилась. То есть он берет и из резервов вычитает quantity. Ну, то есть те самые зарезервированные детали, которые мы не использовали, мы просто из резерв вычитаем. Мы не трогаем основное quantity, мы только из резерв вычитаем, они отменились, как бы они вернулись на склад. А commit reservation, он вызывается в случае, когда все зашибись. Все, сборка прошла успешно, тогда мы должны вычесть и из reserved, и из quantity. Ну, то есть все, они как бы ушли со склада, больше их нет. Все, довольно понятный и почти похожий паттерн. Проверяем на то, что деталь действительно есть и так далее. Все это делаем под мьютексами. Все, тут супер простая логика. Отлично, с репо слоем разобрались. Что теперь в сервисном слое добавилось? Разумеется, кроме start assembly, который уже был до этого, добавились методы getAllSpaceship, getSpaceshipById. Ну, то есть это просто обычные прокси, так же, как и с деталями сделано. И добавились вот эти вот методы Complete Assembly и Cancel Assembly. Давайте по порядку. Что делает Complete Assembly? Мы по Complete Assembly принимаем Spaceship ID.
получаем его из репозитория. Если он находится не в статусе assembly, то какая-то проблема. Какого черта мы хотим завершить сборку корабля, который находится, например, в статусе cancel или уже complete? Значит, мы тут ошибку возвращаем. Мы новую ошибку добавили, ошибка называется некорректный статус корабля. Отлично, если все-таки у нас in assembly статус, идем дальше. Мы должны списать зарезервированные детали. Commit reservation уменьшает, quantity и reserve одновременно, как мы уже до этого говорили. Все, он их поочередно в цикле все пробежится, спишет, то есть все детали, которые мы использовали на строительстве корабля, списаны со склада. Мы выставляем ему статус complete, и вот этот вот обновленный шип, у которого по сути изменился статус, мы загоняем в save. И он как бы апдейтит существующий объект в репослое. А cancel делает примерно то же самое, только статус в конце выставляет cancelled и для всех деталей вызывает не commit reservation, а release reservation, чтобы, как говорится, их отпустить из резерва. Все, в принципе, они очень похожи. А теперь у нас все это дело есть, и мы это добро можем использовать в хендлерах. В хендлерах мы добавляем новых как раз таки 4 endpoint: assembly, assembly ID, complete и cancel, и к ним привязываем соответствующие хендлеры, соответствующие обработчики. Тут тоже вот эти два абсолютно идентичны, только, как и с деталью, только для спейсшипа. Просто получаем список всех кораблей и инкодим их, возвращаем нашему клиенту. В случае получения корабля по айдишнику, сперва парсим из пути наш айдишник, переводим его в числовое представление из строкового, и дальше топаем в сервисный слой за этим кораблем. Обрабатываем кейс, если типа корабль не найден, тогда возвращаем 404 ошибку. Если это другая какая-то ошибка, значит 500. И просто ответ, если все успешно. Вот, Complete Assembly похожим образом действует. Тоже мы айдишник обрабатываем из пути, переводим его в числовое значение и дальше вызываем метод Complete Assembly. И тут мы вынуждены обработать несколько ошибок, которые могут вернуться. Нам может вернуться ошибка, что корабль не найден, либо же ошибка, что статус некорректный, и так далее. Какие тут еще варианты? Возвращает Complete Assembly просто 200 ок, если все хорошо. Cancel Assembly действует идентично, только вызывает Cancel Assembly. Но они очень похожи, как вы могли догадаться. Теперь давайте просто тесты запустим. Ждем. Запустились. Вот видите, как бы все вот эти тесты, они прошли. Все здорово. У нас все работает. Все да не все. На самом деле есть некоторые нюансы. Смотрите, если мы сейчас вернемся в сервисный слой и, к примеру, заглянем в метод Start Assembly. Глядите, мы с вами тут хотим собрать какой-то корабль, резервируем детали, и все вроде хорошо. То есть мы вот здесь в цикле эти детали резервируем. Проблема заключается в том, что у нас веб-сервис, и параллельно с нами кто-то эти же детали тоже для другого корабля может резервировать. И учитывая, что мы для каждой детали по очереди все это делаем, у нас вот эта операция нифига не атомарная. То есть, условно, если мы хотим зарезервировать десяток деталей, это 10 операций. И между этими 10 операциями кто-то другой может вклинить свои операции. То есть, к примеру, смотрите, ситуация. Юзер 1 пришел, и он говорит: хочу резерв 10 деталей. Окей, мы начинаем. Юзер 1, резерв 1. Первую деталь он там сделал, Вторую деталь он зарезервировал. И в этот момент прибегает юзер 2 и говорит: я тоже хочу 10 деталей. И только после этого успевает пройти операция, что юзер 1 зарезервировал третью деталь. И они начинают друг другу мешать. Получается какая-то какофония. Почему какофония? Потому что мы вот здесь до вот этого цикла уже успели проверить, что деталей хватает. Но пока мы эти операции делали, вот эта крыса в виде второго юзера уже уменьшила количество деталей. И в итоге мы такие: нам нужно 10 деталей, на складе 15, мы такие: все классно, нам хватает. Но пока мы здесь кружили над 10 операциями, этот хрен тоже 10 деталей списал, и нам-то уже не хватает. И все, и мы уже улетели в минус. Это проблема того, что у нас операция не атомарна. То есть, по идее, пока мы здесь списываем детали, никто вообще не должен нам мешать. Иначе у нас опять разъедутся данные, и валидация, которая здесь есть, нам не поможет. В нашем случае, в нашем упрощенном случае, мы можем воспользоваться мьютексами. То есть, смотрите, прикол. Мы сюда перепрыгиваем. Мы у самого сервиса, здесь можем завести mutex. И когда мы, допустим, начинаем операцию Start Assembly, давайте все остальное посворачиваем, мы лочимся. То есть, по сути,
пока мы тут вот эту операцию производим, никто не может ничего делать. Ну, то есть, если параллельно кто-то придет и захочет там дергать вот эти методы, он не сможет этого сделать, он не сможет обратиться к партрепу и так далее. То есть, тем самым мы как бы атомарности достигаем. Сказать, что это херово влияет на перформанс в данном случае, ничего не сказать. Но как бы таковы требования. То есть по факту получается, что проверка, резервирование деталей и создание корабля выступают в виде одной неделимой операции, между которыми никто не может вклиниться. Но тут есть важное ограничение. Mutex — это история про хранение в памяти. Ну, в нашем случае подходит, потому что мы используем мапу, она хранится в оперативной памяти, Mutex тоже, и все здорово. Но в реальной жизни состояние хранится в базе данных. Чаще всего это какой-нибудь Postgres. И тогда Mutex не поможет. Потому что состояние-то в базе хранится, а не в оперативной памяти. К тому же может быть несколько копий приложения поднято, которые ходят в одну и ту же базу данных. И тогда уже понадобятся транзакции или блокировки на уровне базы данных, пессимистичные или оптимистичные. Все это нужно для того, чтобы была четкая согласованность данных. Все это отдельная большая тема, требующая рассмотрения. И как раз таки в своем курсе по разработке микросервисов на Go мы это дело разбираем. Мы там используем и Postgres, и Mongo, и Kafka, и Redis. И вопрос транзакции и согласованности данных разбираем предметно. Ссылка на курс будет в описании. Залетайте. Окей, с согласованностью данных худо-бедно разобрались. Но что вы скажете теперь вот на эту вот историю, что у нас в сервисном слое навалены кучу методов, которые отвечают за разные вещи. Какие-то методы возвращают нам детали, какие-то работают с космическими кораблями. Ну, как-то грязновато выглядит, причем еще как бы все разрастается, уже 200 строк кода, а если логики больше станет? Ну и как будто ответственность смешана, детали, корабли в одно. Они, конечно, похожие вещи, но детали могут без корабля существовать. Корабль, ну, мы посмотрим еще в будущем, может ли он существовать без деталей. Но вот, например, на уровне репозитория мы хотя бы разделили на пару файлов. А на уровне хендлеров и на уровне сервиса как-то с этим незадача вышла. Мне кажется, стоит тоже разделить. Было бы неплохо иметь отдельный сервис, который только деталями занимается, а второй только кораблями. И с хендлерами тоже. Ну, типа, чтобы были разные API. Вот есть API с деталями, есть API с космическими кораблями. Они, конечно, логически там взаимосвязаны, но нужно их как-то друг от друга немножечко огородить, чтобы, во-первых, и файлы не разбухали, и логика между собой не переплеталась. Давайте перепрыгнем на финальный коммит третьего акта и попробуем посмотреть, чего что-то изменилось. Давайте сразу все позакрываем, чтобы не путаться. И по порядочку пойдем. Сразу же скажу, что репозиторный слой вообще никак сейчас не изменился. Вы, если что, можете отслеживать все эти изменения. Тут вот как раз в коммитах видно, что конкретно изменилось. Но я вам тут подробнее рассказываю. Конкретно изменился у нас сервисный слой. Теперь там есть подпакеты, ну или подпапки, да, которые являются отдельными самостоятельными независимыми пакетами. Assembly и part. Давайте начнем с part. Что делает part? Part, по сути, да, в общем-то, какой был, такой и остался, да? То есть тут никаких-то неожиданностей не осталось. У нас есть getAll, есть create и есть withdraw. Все, больше тут нам ничего не надо. И самое приятное, знаете, что в этом состоит? По факту, для обеспечения работы всех этих трех методов нам нужно только 4 вот этих метода. Withdraw напрямую вызывается, getAll напрямую вызывается, create тоже, а getById используется для валидации withdraw. Все. Нам вот этот коротенький, аккуратненький интерфейс вполне достаточно, и мы его даже можем просто назвать репозиторий, потому что он тут единственный. И сервис даже можем просто назвать сервис, потому что нет смысла называть его именно part-сервис, поскольку имя пакета, в котором он находится, уже говорит о том, за что этот сервис отвечает. Будет просто part.service, все понятно. Теперь assembly. Мы создали именно сервис по сборке корабля, а не просто корабль. Как это было в репозитории. В репозитории логично называть репозиторий Spaceship, потому что хранятся корабли. А сервис по действию называется, да, в данном случае. Давайте посмотрим, что тут. У нас здесь присутствуют оба репозитория, поскольку для сборки корабля нужно оба репозитория, нужны эти операции, ну и взаимодействие и с деталями, и с самим кораблем космическим. Это нормально, что здесь вот идет встраивание двух репозиториев. Это нормальная тема. Тут, соответственно, есть вот этот Start Assembly. Мы логику тут вообще сейчас не трогали. Мы просто один файл разделили на два для удобства. А дальше вся логика, она та же самая, которая была, такая и осталась. Тут мы особо ничего и не меняли. Да не особо, а вообще ничего не меняли. Все. С сервисным слоем разобрались. Просто немного причесали код, чтобы посимпатичнее было. Зоны ответственности разделили, так сказать. Та же самая участь постигла и хендлер слой. Тоже появился assembly, тоже part. Роутер остался отдельно. Ну, то есть в самом роутере мы что сделали? Мы в самом роутере регистр роутера оставили, а вот почему здесь возникли интерфейсы, чуть позже узнаете. Поскольку мы разделили все это дело, логика та же самая осталась. Все хендлеры
один к одному остались. Но фишка-то в чем состоит? У нас new handler возвращает приватную структуру. И когда вот этот файлик router.go находился в одном и том же пакете с вот этим кодом, не было проблем с ним работать. А теперь-то роутер не может работать напрямую, потому что недоступна ему из другого пакета приватная структура. И поэтому он вынужден здесь вот как раз-таки все эти методы, хендлеры эти, да, объявить как интерфейсы. И потом уже вот здесь вот использовать именно интерфейсы. До этого-то, помните, тут были конкретные типы. А теперь вот просто вот звездочка part handler нельзя написать, потому что это приватный тип. Вот и все. Ну и, в общем-то, мы теперь с вами можем опять тесты запустить и убедиться, что все работает. Да, все работает. И видите, в чем прелесть? И как бы до наших изменений все работало, тесты все проходили. Но теперь оно стало несколько почище. Безусловно, есть куда стремиться, и новые вызовы нас дальше в этом убедят. Но на данный момент все выглядит весьма симпатично. И стоит сказать, что для многих сервисов, которые не обладают какой-то супер развесистой логикой, вот этой схемы вполне достаточно. Потому что она действительно делит на слои, на 3 слоя: репозиторий, сервис и хендлер. Также она старается разделять зоны ответственности в рамках сервиса и репозитория, то есть вот эти как бы функциональные куски в разные пакеты выносить. Все довольно симпатично выглядит. Можно даже на самом деле упороться и вот под каждый метод, если он большой, да, там отдельный файлик выделять, тогда вообще будет супер изящно. Все это закрывает большое количество болей, которые сталкиваются люди, разработчики, на таких средненьких сервисах, на которых нет каких-то сложных бизнес-правил. Просто круды какие-то типичные там, или чуть посложнее круды с небольшим количеством бизнес-правил. Берите и используйте. Вот этого вполне достаточно. Тут, в принципе, многие гайды-то и заканчиваются. Но мы, конечно, пойдем дальше. Но прежде нужно небольшой итог подвести. Мы вот сейчас разделили, да, на разные сервисы. У нас есть assembly, есть part сервис. Надо небольшой чек-лист составить, когда стоит делить на сервисы, а когда не стоит. Ну, во-первых, если имеем дело с 2 разными доменами. Все-таки сборка корабля и склад этого корабля, деталей корабля, это разные вещи, 2 разных домена, почему бы и не поделить. Второй момент, это если сервис очень сильно разросся. И тут как бы, понимаешь, сам факт того, что он разросся, еще ни о чем не говорит. Просто это такой косвенный симптом того, что, может быть, там смешались 2 домена, стоит присмотреться, как-то подвыделить что-то. Ну и понятное дело, что если у тебя какая-то, не знаю, монорепа и разные команды работают над разными частями одного и того же сервиса, логичнее как-то разделить их, чтобы вы друг другу не мешали своими релизами. Отсюда, в общем-то, и идет история с разделением на микросервисы. Тоже, типа, чтобы изолированно команды друг с другом не конфликтовали. Когда не стоит разделять на сервисы? Во-первых, у тебя один домен. Просто четко ты видишь, что один домен. Зачем вообще тогда делить? Второй вариант, это у тебя маленькая кодовая база. Ладно, там немножко намешано, потом, в общем-то, можно, но пока все компактно. И вот это вот разделение на запас, на будущее, чаще всего довольно избыточное, потому что этого будущего может не наступить, а ты на это время потратил, каких-то лишних абстракций нагородил, с ними работать стало сложнее. Всему свое время и место. Сервисы разделены, атомарность за счет мьютексов есть, все вроде чин-чинарем. Но помнишь историю из начала ролика? Что инженер поставил двигатель класса А, ионный, на алюминиевый корпус, тот треснул и 2 миллиона в трубу. И начальник в ярости: какого хрена? Походу, нужно какие-то проверки совместимости сувать. Давай попробуем это сделать. Итак, мы прыгаем на первый коммит 4-го акта, где у нас описаны требования. Давай почитаем. Вот здесь вот акт 4. Смотрим. Главный инженер завода установил значит, вводные. Нужна проверка совместимости компонентов до установки. Прежде чем устанавливать, мы проверяем. Правила совместимости должны быть в коде, чтобы читать их за 5 минут. То есть не где-то в базе, а вот именно в коде. Какие у нас правила? Двигатель класса А требует прочность корпуса больше 100, класс Б больше 50. Плазменные щиты конфликтуют с лазерными пушками частотой. Если у них одинаковая частота, то не конфликтуют. Надо, значит, с разными частотами ставить. Ионные двигатели несовместимы с плазменными баками. Нельзя установить 2 двигателя одновременно. Нельзя установить двигатель без корпуса. Короче, тут прям навалено нормально так. И примеры того, какие вообще есть характеристики. Значит, у корпуса бывает 2 вида корпуса. Композитный и титановый. У одного 50 прочность, у другого 100. Двигатели бывают класс А, Б и С. Первые 2 ионных, третий стандартный, работает с любым корпусом. Щит бывает с частотой 1,5 ГГц, либо 2,4 ГГц. Оружие либо те же 2,4, либо 3 ГГц. И топливный бак, либо ионный какой-то криобак, либо плазменный бак,
несовместимый с ионными двигателями, разумеется. Ну и, короче, суть в том, что нам тут предлагается флоу следующий выстроить. То есть у нас есть ручка вот эта старт. Если мне память не изменяет, мы в нее раньше передавали все детали, которые хотели. Можем даже, кстати, знаете, убедиться в этом. Ну, если мало ли что-то забылось, берем, смотрим. Вот у нас assembly, да, и вот ищем ручку Start Assembly. Вот. И мы видно, что сюда все детали передавали. Все детали и как бы их все бронировали. Но теперь нам предлагается немножечко как раз таки из-за того, что у нас бизнес меняется, сложность проекта растет, немного по-другому сделать. Вот в эту ручку Start Assembly мы теперь будем создавать корабль со статусом In Assembly, как и было, но передаем туда только корпус. То есть как бы изначально, когда корабль отправляется в работу, мы точно ему присваиваем корпус, это прям обязательно, резервируем под это дело деталь. А компоненты оставшиеся, оружие, щиты там всякие, двигатели и прочее, топливные баки, мы устанавливаем отдельными вызовами. То есть вот есть ручка Assembly Install, ну и туда мы, в общем-то, передаем ID-шник детали и что это за компонент, двигатель там или еще что-то. Ну и в итоге при каждой установке проверяется совместимость уже с установленными компонентами. То есть, например, ставим мы какую-нибудь там эту топливный бак, да, проверяем его, совместим ли он там с существующим двигателем и так далее. Резервируем деталь, компонент добавляется на корабль и так далее. Ну и завершаем сборку чисто комплитом. Все зарезервированные детали там списываются со склада, ну как и было, в общем, да. Статус корабля меняется на completed. Вот, в принципе, тут API ручки описаны. Давайте попробуем приступить к этому делу. Ну и самый как бы очевидный вариант сделать это вот как раз вот здесь в Assembly, в ручке Start Assembly. Во-первых, добавить новых методов install там engine, install weapon, ну и прочее, да, всяких компонентов в install. И там будем, получается, проверять вот эту совместимость. Я думаю, if наш выбор, if всему голова. Давайте пробовать. Да, кстати, прежде чем вообще в логику пускаться, нужно сказать, что мы тут инвентарь, вот эту вот CSV-шку немного меняем. Ну, потому что изначально же в ней не было вот этих параметров, а теперь есть. Ну, то есть вот есть новые колонки, прочность корпуса, да, если это корпус, двигательский класс, engine type, частота другая, тип топлива. Понятно, что, да, как бы, условно говоря, если тут прочность, да, она только для корпуса актуальна, у всех остальных null будет. Ну, такая плоская структура, немного упрощенная, но имеет место быть. Окей, теперь к логике. Изменений тут порядочно, поэтому давайте поступательными движениями аккуратненько. Начнем с моделек. Ну, очевидно, что в part, помимо вот этих вот всех вещей, которые до этого были, да, нам теперь нужно добавить новые характеристики, которые мы, в общем-то, в таблице-то и увидели. То есть вот эту вот там прочность корпуса, двигатель класса А, там тип двигателя, ну и прочее. Вот они все тут как бы в виде строк, там, ну, некоторые в виде чисел добавлены. Тут ничего такого сверхъестественного нету. Единственное, тут еще помечено, что они опциональные. Вот этот omit empty, это говорит о том, что это поле при парсинге из JSON там, да, или откуда-то еще, оно, ну, в данном случае из JSON, оно может быть пустым. Ну, потому что пока еще не задано. Оно опционально. Во всяком случае, вот эти, они не опциональны. Их мы точно должны задать. Вот, такая у нас деталь обогатилась. Теперь посмотрим, что с кораблем стало. Моделька корабля. Понятно, что у корабля теперь, помимо его статуса, имени и ID-шника из резервированных деталей, сами детальки. Ну, то есть вот этот корпус корабля, двигатель. Тоже, видите, корпус не указатель, потому что он не опциональный. Engine, он, в общем-то, опциональный. Ну и как, в общем-то, и щит, и оружие, и топливный бак. И дальше просто под каждую вот эту компоненту структурка ниже описана. Ну, в случае корпуса есть ID-шник детали. Корпус же это деталь, но у него есть ID-шник. Прочность. У двигателя, кроме ID-шника, есть класс и тип. У защитного щита частота есть помимо ID-шника. У оружия тоже частота. Ну и у топливного бака есть тип этого топливного бака. То есть просто мы структурок описывали, которые помогают нам выразить вот эти вот условия новые, сложившиеся в виде гошного кода. Теперь наверняка вся эта многообразие начинает влиять на все слои. Ну и как мы уже привыкли, начинаем распутывать этот клубок с репозиторного слоя. Смотрим слой репозиторий. Давайте с парта начнем. Что у нас в парте происходит? В парте, в общем-то, все те же методы, которые у нас были, они сохраняются. То есть и получить все детальки, получить детальку по ID-шнику, создать деталь, там уменьшить количество деталей, зарезервировать, зарелизить, закоммитить, ну те, которые бронировали. Вот, и теперь новые методы. Сразу скажу, это, короче, несколько костыльно на данный момент, это осознанно. Мы делаем, по сути, в репозиторном слое нечто вроде конвертера. То есть тут вы как раз начинаете видеть, как смешиваются ответственности.
тут уже проблемки затесываются. У нас part хранит part, ну то есть деталь. Вот именно в том виде, как мы видели. Part вот этот имеется в виду, вот такой, где вот там характеристики разложены. А мы тут делаем под каждый компонент что-то типа конвертера, типа get whole, то есть получить корпус. Мы знаем айдишник, мы по этому айдишнику детальку находим в репозитории, потом, беря характеристики, которые лежат как бы в model part, формируем из него вот такой вот whole. Ну то есть типа мы получаем part, у которого вот этот задан, а вот эти все они не заданы, потому что, ну, у корпуса есть только вот эта характеристика, а эти остальные там 0, nil, неважно. Поэтому мы в getWhole, во-первых, проверяем, что тип-то действительно whole у этого айдишника. Если это так, то мы просто нужные два параметра айдишник и прочность берем и засовываем это в модельку. Это нам для чего нужно? Для того, чтобы потом вот эту вот model whole заиспользовать уже в Spaceship. Потому что в Spaceship у нас уже, видите, вот он whole. Такой. По сути, такой конвертер костыльный. Ну, сразу возникает мысль, а место ли этому конвертеру в репозиторном слое? Хороший вопрос, будем разбираться в будущем. Но для каждого типа деталей мы сейчас в репозиторном слое это сделали. GetEngine, все то же самое. Проверяем, что это двигатель, выцепляем нужные характеристики и формируем модельку соответствующего типа и засылаем в ответ. Вот все, что добавилось, короче, в репозитории part. Просто вот такие вот нелепые, неказистые конвертеры, но нам сейчас они сослужат добрую службу. Тем не менее, как бы мы требованиям стараемся удовлетворять. Как у нас поступательное же движение. Сперва удовлетворим заказчика, а потом будем думать о том, как бы это дело покрасивше завернуть. Что случилось в Spaceship? Напомню, в Spaceship у нас был метод создания корабля, метод получения корабля по айдишнику, метод получения всех кораблей и сохранение. В общем-то, все как было, так и осталось. Окей, получается в Spaceship Repository ничего не изменилось. Замечательно. Теперь давайте переходим к сервисному слою. С репо-слоем мы разобрались. Что же у нас в сервисном слое? В сервисном слое, очевидно, все изменения коснулись сервиса Assembly, потому что, ну, вот все вот это проверки, совместимость, несовместимость, она во многом относится именно к сборке. К деталям-то она прямого отношения не имеет. Детали должны существовать отдельно от сборки. Давайте смотреть, что появилось. Если наверх переместимся, то увидим, что мы как раз таки из репозитория, да, вот этого part, подтянули дополнительные методы. Ну, в интерфейсе их обозначили, чтобы мы их тут в этом сервисе могли использовать. Уже, да, возникает мысль о том, что что-то как-то интерфейс-то раздулся. А мы сейчас можем вспомнить рекомендации, которые я говорил, что эти интерфейсы должны быть компактненькие, миленькие, аккуратненькие, а тут получается такая шляпа. Вы на самом деле здесь можете тренироваться в таком ревью. Вы какие-то знания уже получили, теперь мы усложняем проект, видим проблемы, руководствуясь знаниями, которые получили чуть раньше. Круто же. Ну окей. Как мы их используем? Start Assembly. Видите, уже здесь передается не слайс деталей для резервации, а просто айдишник корпуса. Мы уже по ТЗ поняли, да, что теперь старт начинается только с передачи корпуса. Мы его точно ставим, остальное опционально будет там доставляться отдельными методами. И как это работает? Мы как раз таки берем этот айдишник, передаем в part repo и получаем getWhole. То есть это вот та самая хренотовина, где мы просто конвертируем, по сути, part в конкретный компонент. То есть абстрактный part, где все линейно выложено, да, все в ряд, все эти характеристики, конкретный model whole, конкретную модель. Окей, мы когда этот whole получили, что мы делаем дальше? Странные вещи вытворяем. Почему? Проверяем наличие деталей на складе. Почему это странная вещь? Вот чисто по бизнес-логике все правильно. То есть мы имеем whole, но дальше мы как бы должны еще убедиться, что это количество, которое мы хотим, там один двигатель хотим, корпус, что он действительно есть. И все нормально. Но прикол-то в чем? Мы когда getWhole-то вот это делали, смотрите, мы уже сделали getById внутри. И получается, мы дважды делаем один и тот же запрос, тупо из-за того, что у нас вот так вот бизнес-логика странно организована. Вот такое вот дублирование. А если это база данных, а если это большой поток данных, прикиньте, у вас трафик увеличился на базу в 2 раза. Вместо там, не знаю, 100 запросов в минуту 200. Ну, как бы заметный, да, рост. То есть, смотрите, мы получили с одной стороны деталь в виде хула, вот этой model hull, а с другой стороны деталь в виде, ну, обычного парта. Потому что именно в обычном парте присутствует вот этот available, да, это хула available нельзя получить. Там нет метода такого. Ну, короче, мы проверяем, что типа все окей, все достаточно, что не меньше одного. Дальше мы резервируем. Опять мы резервируем именно через part, айдишник обычный. Зарезервировали детальку корпуса. После этого мы со спокойной душой можем создавать Spaceship. И вот мы здесь 4-м шагом создаем уже сам корабль непосредственно. Передаем имя ему. Ну, имя изначально к нам пришло, да, вот видите в аргументах функции.
статус, ну, мы всегда выставляем in-assembly, да, корпус, тот самый корпус, который мы вот здесь вот получили на первом шаге, и зарезервированная деталь, то есть айдишник, количество, ну и, соответственно, когда был создан корабль. Ну и потом просто через ship repo created создаем этот корабль и возвращаем айдишник. И видите, какая интересная штука получается. У нас как бы с одной стороны нужно вот этот корпус иметь, чтобы в spaceship засунуть, именно вот в этом виде model hull. А с другой стороны нужно part иметь, чтобы иметь доступ ко всем available, резерв и прочее. И это капец неудобно. У нас получается ответственность как-то размазана с одной стороны по спейсшипу, с другой стороны по парту. В общем-то, уже отдает чем-то таким потенциально проблемным в будущем. Но на этом все еще не останавливается. Дальше мы видим, после методов, которые уже существуют, если мы посмотрим, да, они тут, в общем-то, особо никак не изменились. Все эти комплиты, cancel'ы, это ладно. Но теперь у нас появились методы install engine, install sheet на корабль, install оружие, install топливный бак. Ну и, короче, по сути, вот эти вот методы, они друг друга копипастят с небольшими исправлениями. Что тут происходит? Я уж не буду оговариваться о том, что тут все под локами всегда происходит, но это вы, наверное, и так держите в голове. Что тут происходит? Мы по айдишнику пытаемся получить корабль. Ну, то есть мы же знаем, на какой корабль мы хотим установить двигатель. Дальше мы проверяем, что этот корабль все еще в in-assembly, потому что если он закончен или там отменен, ну, странно на него что-то там двигатель ставить. Дальше мы получаем двигатель, ну, так же, как мы и корпус получали, да. Дальше, говорит, сервис, проблемка-то, да? Мы вот всю вот эту совместимость начинаем тут городить. Ну, а чё, логика-то, в принципе, норм. Зато все как там просто, хорошо, все вот так вот написано, все мы видим. Если engine класс A, а ship hull straight меньше 100, ну, мы же вот уже корабль-то получили по айдишнику, поэтому мы можем узнать, что у него за корпус. Вот и идут эти проверки. Если engine класс A, причем видите, как бы тут забита просто буква, даже не констант. Ship hull straight меньше 100. Если это так, вот, значит это несовместимо. Ну, потому что типа класс А требует 100 прочности или выше. Ну, если B, то значит меньше 50 и так далее. Класс С с любыми. Дальше еще идет правило, что нет конфликта с топливным баком. И вот так вот все у нас в ряд написано. С одной стороны кажется, ну а чё, зато круто, удобно читать. Спокойненько идешь постепенно и все замечательно. Дальше мы проверяем, что двигателя раньше вообще не было, а то может уже установлен двигатель, а мы собираемся еще раз установить. Дальше мы получаем детальку, проверяем, что она доступна, ну, что двигатель еще на складе есть, резервируем, записываем этого engine туда и сохраняем. Ну, короче, вроде вот по логике, вот тупо по шагам, все нормально. Мы даже пронумеровали шаги. Все удобно. Но что-то подсказывает, да, что довольно много кода написано такого хрупкого. И еще больше этих опасений становится, когда мы открываем следующий метод, типа установка щита на корабль. И он фактически идентичный. Получаем корабль, проверяем его статус, получаем щит вместо двигателя, какие-то вот правила совместимости херачатся, бла-бла-бла, и все то же самое. И мало того, что тут у нас с вами присутствует дублирование кода, так тут еще вот эти правила, они прямо вот здесь вот в коде, так вот в сервисе нахерачены, что создает большую проблему для их поддержания в будущем и того, что вы там забудете их поменять, если какие-то будут перемены, потому что в куче мест они как-то там разбросаны. И в итоге у нас получается ситуация, когда корпус не знает своей прочности и каких-то его порядок совместимостей, двигатель не знает, на какой корпус его можно вешать, не знает и щит своих правил совместимости, топливный бак и прочее. Но все это о них знает сервис. Это то же самое, как если бы ты приходил в ресторан, и вместо того, чтобы ты знал, что у тебя аллергия на орехи, каждый официант бы это знал. Ты вообще понятия не имеешь, что у тебя аллергия, но зато каждый официант в городе знает. Но самый прикол в том, что потом к тебе приходит врач и говорит: ой, знаете, мы перепутали, короче, у тебя не на орехи аллергия, а на помидоры. И что теперь? Каждому официанту в городе писать: слушай, брат, там, короче, ошибка вышла, давай там это. А кому не забыл, в итоге тебя лишили орех. Но если больше к коду возвращаться, то проблема в том, что данные лежат отдельно от правил этих данных, от логики. Плюс просто 200 строк ифов. Там, если еще ифы добавятся, это же потом читать очень сложно. Там наверняка потом еще и вложенные ифы будут добавляться по мере увеличения сложности этих правил. Да и тестировать это сложно. Нужно мокать все подряд. Ну вот прикинь, вот смотри, если мы хотим протестировать метод install вот этого щита, вот здесь вот репа идет вызов, это mock. Тут опять mock нужен. Ну потому что если мы хотим юнит-тесты делать, мы репозиторный слой должны изолировать. Что там, вот это вот у нас mock. Вот это мок, вот это мок. Сколько у нас? 6 моков на один тест. Ну, с ума сойти настраивать все это. Я могу ответственно заявить, как человек, который писал такие тесты,
Это заеба дикая. У тебя просто, не знаю, 80% тестов это boilerplate, объявление техмоков. А хуже проблема начинается, когда вот эти всякие проверки дублироваться начинают в разных ручках. Ну, не знаю, например, ты хочешь создать какой-то компонент или обновить какой-то компонент. И там тебе нужно проверять какие-то вот эти совместимости. И что ты будешь делать? Вот эти ифы все копипастить, что ли? Сейчас у нас есть install engine. А если есть update engine будет? Ну, мы что, вот этот кусок ифов будем тупо копипастить? Окей, мы можем выделить в общий метод, который надо не забыть вызвать. Ну, хлопно же. Возникает вопрос, а что с этим делать? Есть ли варианты как-то упростить себе жизнь? Безусловно, выход есть. Он называется богатая доменная модель. То есть в нашем случае модельки, вот которые мы здесь вот создали, по факту это просто часть структуры. Ну окей, там у парта есть какая-то один невзрачный метод, а у спейсшипа и того походу нет, да? Просто там структурки в структурках и так далее. По факту это просто данные, без логики. Но вот эти вот правила совместимости, какой-то сборки, они, в общем-то, относятся к этим данным. И они должны быть рядышком. То есть, по сути, вот у этих структур должны быть свои методы, которые обуславливают их поведение. А в сервисном слое бы уже оставались методы, которые маршрутизируют, синхронизируют работу вот методов конкретных доменных моделей. Мы с вами заходим на территорию DDD. Сразу скажу, что это будет не какое-то там всеобъемлющее, исчерпывающее руководство по Domain Driven Design. Мы посмотрим несколько паттернов, которые вы можете использовать у себя в проекте. Вы любой из них можете принять, отвергнуть, потому что какие-то обусловленно использовать, на определенном масштабе. Вы такие посмотрите, у меня проект поменьше, это уже оверинженеринг для меня, окей. Ну а кто-то возьмет себе на вооружение и будет использовать. Сейчас мы будем с вами двигаться очень поступательно, потому что на самом деле сложная тема, мы в нее входим, и нужно аккуратненько, по чуть-чуть идти в ней. Погнали. Прежде чем перейти к DDD, я пару фраз еще скажу, что у нас в этом коммите-то добавилось. Мы просто добавили новые ручки в роутер. Ну, то есть вот эти install engine, vpun и так далее, мы просто в роутер добавили. Вот они у нас доступны вот по такому install, ID-шник, install, и в боди, в общем-то, описано, какой компонент мы устанавливаем. А больше особо-то ничего и не было. Окей, переходим к следующему коммиту. И тут мы с вами разберемся, что такое value object. Вот, как вы видите, по коммиту, да, добавилось какие-то value objects. Что такое value object? Value object — это объект, который важен своим содержимым, а не том, что он такой уникальный и интересный. Во-первых, у него нет ID-шника, его не ищут по идентификатору. Во-вторых, если у value object есть вот два объекта, и у них поля абсолютно одинаковые по значению, то мы считаем это одним и тем же. Обычно они неизменяемые. То есть, если ты изменил какое-то поле у value object, он уже стал другим объектом. Такие примеры классические value object могут быть деньги, у которых есть там значение и валюта. Могут быть цвет, color, у него 3 составляющие red, green, blue. И, соответственно, там задаешь значение от 0 до 255. И когда ты создаешь, допустим, новый цвет, допустим, ты такой говоришь red, хочу red, и такой пишешь color, там у тебя в скобочках, вот как-то так. И дальше, допустим, если ты создаешь blue, то ты, по сути, вот так вот будешь писать. И все. То есть ты не можешь написать что-нибудь из серии red.r равно 0. То есть у тебя получается в случае value object объект, который ты создаешь, он иммутабельный. То есть его нельзя изменять. Если ты хочешь что-то в нем изменить, ты создаешь новый объект. То есть у тебя есть просто new метод, типа конструктора, но ни хрена нету модифицирующих методов. Все поля в этом объекте, они закрыты приватностью. Грубо говоря, это прокачанный обычный тип данных. Вот были стринги и инты, а мы их чуть-чуть прокачали, добавив каких-то правил внутрь, и получились value objects. Как раз таки этот value object должен использоваться для типизации конкретных элементов. Ну, например, вот в нашем случае, да, у нас есть engine class. Engine class — это что такое? Это класс нашего двигателя. Он бывает 3 вариантов: A, B, C. То есть по факту мы, если его создали, то мы его модифицировать дальше не должны. А если мы хотим, новый класс создать для другого двигателя, окей, без проблем, создаем, но это будет уже новый объект. Это такая безопасность, чтобы мы у существующего двигателя его класс случайно там как-то не изменили. А потом такие, а как так вышло? И как, в общем-то, эти value objects оформляются?
Сейчас, если чуть-чуть непонятно, расслабься, просто дай этой информации немножечко повариться в твоей голове. Что мы делаем? Раньше у нас engine класс, напомню, мы просто как строчкой обозначали. A, B, C. Проблема в том, что, во-первых, у нас не было констант нормальных, чтобы мы, знаешь, там по всему коду потом не бегали и не искали, где мы этих A, B, C накидали. Это неудобно. Во-вторых, мы эти константы типизируем. То есть вот почему мы написали engine класс A, engine класс вот этот тип, зачем мы замапили, engine класс как стрингу? Почему это как отдельный тип выделено? А фишка в том, что как раз-таки благодаря этому мы можем тогда на него, вот на этот engine класс тип, вешать свои методы. Но просто на стрингу проблемненько. Тут мы можем повесить. То есть это как будто структура, но нам тут не нужна структура, потому что это всего одно поле, поэтому мы на него будем методы вешать. И вот мы пишем A, B, C. Все. И дальше мы делаем типа конструктор. New engine class. Передаем value в виде стринги и здесь просто валидируем. Если передалось value одной из трех, окей, мы формируем класс, просто возвращаем его, да? Вот мы его преобразовали из строки в engine класс. Если нет, то мы говорим сорян, инвалид engine класс. Нет такого engine класса. И таким образом у нас уже в самом конструкторе идет валидация значений. Довольно удобно. Тут сразу могу подсветить такой моментик. По-хорошему вот этот engine класс, да, он должен быть приватный, потому что иначе его можно создать без конструктора вот этого, вне пакета. То есть можно просто написать, вот так же и написать. Просто в тупую преобразовать, не парясь о вот этой валидации. Приватный должен быть, это запоминаем. Почему он тут публичный? Просто для простоты. В будущем мы, скорее всего, если мне память не изменяет, мы его сделаем приватным. Тут это просто еще связано с тем, что мы из JSON тут в аккурат все гоняем, а когда мы используем JSON теги, вот такие вот, нам нельзя поля делать приватными, потому что механизм, за счет которого парсинг JSON такой идет, он строится на том, что у тебя поля публичные. Дальше есть как раз метод, который возвращает минимальную прочность корпуса для этого класса двигателя. То есть мы здесь знаем, какой engine класс, и говорим, слушай, вот мы сейчас сделали engine класс, допустим, A, и хотим узнать, а какая минимальная прочность нужна ему у корпуса, и мы возвращаем сотку. Вот они, вот это вот правило. Вот эти правила описаны прям тут, прям рядышком с этим value объектом. Причем, смотри, в чем штука-то. Возвращается не просто прочность в виде стринги или в виде там числа, а в виде какого-то whole string. То есть это другой value object. Давай на него посмотрим. Что он из себя представляет? Да то же самое. Маппинг на int, whole string. У него есть конструктор, который принимает вот этот value и проверяет, что этот value больше нуля. Если он меньше нуля, тогда это ошибка, невалидная какая-то прочность. Дальше он просто преобразует вот этот whole string. И у него есть метод value, который может вот как получить. Нахрена вот этот метод value? Напоминаю, потому что вот эта вещь должна быть приватная. Тогда к нему напрямую обратиться нельзя, и мы можем уже через value, как такой getter, получить value. Та же самая история и с частотой. Мы замапили на стрингу, задали варианты, которые у частоты могут быть, конструктор, который проверяет, что мы в этом диапазоне вариантов находимся, иначе ошибка, и, в общем-то, проверка совместимости. Мы просто скидываем частоту другого параметра, у нас щит там, да, с кем там, с оружием, да, конфликтует. Мы просто проверяем, что эти частоты не равны. Если равны, сорян, типа, правило такое, что это конфликт. Дальше, fuel type. Он тоже бывает двух видов. Ион, плазма. Мы замапили на стрингу, объявили варианты, сделали конструктор, который проверяет, что мы в эти два варианта попадаем, и бизнес-правило. Но бизнес-правило какое у нас? Помните бизнес-правило, что двигатель работает только с топливом того же типа. То есть если ионный двигатель, то только fuel type ион. Если плазменный двигатель, то только fuel type плазма. И вот эту валидацию лучше, наверное, будет разместить у двигателя. Мы чуть позже к ней вернемся. И таким образом, в этом коммите мы создали 4 value объекта, которые мы будем использовать как такие более умные типы. То есть мы когда, допустим, двигатель с вами делали раньше, да? Вот смотрите, помните двигатель вот здесь вот? Вот по-прежнему тут еще здесь класс и fuel type как стринги. Проблема-то в чем? Проблема в том, что если мы их как стринги тут юзаем, то нам приходится вот эти все правила совместимости в сервисном слое описывать, не забывать про них никогда, держать в голове. А когда мы уже описали fuel type или там вот этот engine class как value объекты, то часть логики уже к ним переехала, и нам даже помнить об этом не надо, тут все содержится, тут все уже используется. И это очень удобно. С этим мы разобрались. Давайте двигаться дальше. Теперь нам нужно познакомиться с еще одной штукой, которая называется Entity. Entity — это вторая важная веха в DDD. Что такое Entity? Entity — это уже прям сущность, у которой важна ее идентичность. У Entity есть ID-шник.
То есть он уникален благодаря этому. Даже если у нас есть два entity, у которых поля все совпадают по значению, но айдишники разные, это два разных entity. Со временем значение полей у entity меняется. Ну, не знаю, там, например, если у нас какой-то потребитель, да, у него там наверняка есть какой-то адрес доставки, может быть расчетный счет и так далее. Вещи эти могут меняться со временем, не приводя к тому, что новый entity создается. Это тот же самый entity с тем же самым айдишником, просто значения у него будут меняться. Грубо говоря, вот у нас есть Петя, да, и нам важен его айдишник. Вот он уникальный пользователь, у него есть своя история изменений. Это, то есть, это Петя прям, личность. А не просто какая-то строчка, ну, типа string, которую мы что-то зачем-то храним, как у value object. Допустим, двигатель. Когда мы создаем двигатель, каждый двигатель, он уникальный, благодаря айдишнику. Айдишник же уникальный, значит, каждый объект структуры engine является уникальным. И когда мы его создаем, мы с ним дальше можем играться, как-то его модифицировать и так далее. Но в то же время мы и логику можем там сохранять определенную. То есть раньше у нас был engine, это просто part ID, класс и fuel type. Вот они были все стрингами. Теперь мы их как value object объявили. Мы уже договорились о том, что это гораздо удобнее. И делаем конструктор для двигателя, который принимает айдишник, класс и fuel type. Дальше мы проверяем, что айдишник корректный, ну так тоже на всякий случай, ну важно тоже валидацию некоторую содержать, и формируем вот такой вот engine. И дальше мы то самое правило здесь реализуем. Мы передаем fuel type и сверяем его с fuel type у самого двигателя. Если они совпадают, все отлично. Помимо engine, в качестве entity были добавлены следующие вещи. Допустим, fuel tank, то есть это топливный бак. У него в виде типа его, это вот этот самый fuel type. И у него конструктор. Он такой же, примерно как у engine, то есть мы просто проверяем валидность айдишника и формируем вот этот fuel tank. Дальше у нас корпус добавился. Корпус в качестве value object, его прочность. Также создается, все один к одному. И дальше здесь проверка вводится, can support. То есть проверяет, может ли корпус выдержать двигатель данного класса. Мы передаем сюда класс двигателя и что делаем? Мы у самого класса двигателя, помните, у него есть метод, мы недавно обсуждали, вернуть минимальную прочность, которая необходима для конкретного типа двигателя. Вот мы тип двигателя сюда передали, допустим, это А. Если это А, значит он вернет нам 100. И дальше мы эту 100 сравниваем с текущей прочностью корпуса. Если текущая прочность корпуса больше или равна необходимому минимуму, значит окей, проверка проходит. Иначе нет. Отлично. Помимо корпуса у нас еще shield появился. Защитный щит. Тот же самый конструктор. Ну и проверка совместимости. То есть не конфликтует ли частота щита с другой частотой. То есть мы скидываем какую-то сюда частоту. Ну, в нашем случае это наверняка будет, если это щит, то оружие будет, да? Ну и мы просто проверяем, не конфликтует. И причем проверяем мы это через метод value object frequency, потому что это его ответственность. Вот частоты пусть там сами себя и проверяют. Окей, с value объектами определились, и с entity тоже. Engine class, frequency, fuel tank, fuel type и бла-бла-бла. Теперь смотрим, какие изменения застигли, получается, Spaceship. Теперь в Spaceship мы, во-первых, вот эти вот engine вещи, которые были прям тут описаны в упрощенном виде, мы их перенесли в отдельные файлы, ну и тут они будут использоваться. Тут, в общем-то, как оно и было, так и есть. Просто более умные структуры стали. Окей, если мы поменяли, как у нас выглядят наши двигатели, корпусы и прочее, наверняка теперь изменения нужно сделать и в репозиторном слое. Ну, то есть вот в тех самых методах репозитория part, где мы как бы конвертируем детальку в конкретный тип. То есть get engine, get hull и так далее. Давайте посмотрим. Вот, если раньше get hull мы просто в этом методе по айдишнику получали детальку, проверяли, что у нее метод hull, ну не метод, а type hull, и дальше мы просто сразу в тупую возвращали модельку model.hull и туда два поля добавляли, то теперь нам нужно объекты создавать исключительно через их конструкторы, чтобы все вот эти проверки валидации там на всякий случай проводились сразу. И теперь мы сперва создаем объект value object, передаем туда вот этот hull straight, он в CSV-шке же хранится как int, а мы его сюда передаем и формируем полноценный value object со своим вот этим методом. Окей. А дальше вот этот value object мы уже прокидываем в метод new hull, то есть это уже конструктор entity. И все, у нас полноценный hull получается. И самое приятное, что сразу все вот эти проверки, part ID и прочего у нас будут тут совершены. Ну, в случае engine, например, когда мы engine создаем, сразу проверим, что тут все верно, не перепутались никакие типы. Engine класса тоже мы проверим, когда вот engine класс создаем, мы проверим, что это один из трех вариантов. То есть мы уже
будучи в репо-слое, вообще не должны париться о вот таких вот мелочах. Они прям вшиты уже в наши new методы, new функции. На данном этапе мы с вами уже разобрались и с value объектами, и с entity. И самое главное, применили их в коде. Теперь вы готовы к следующему термину, а именно агрегат. Что такое агрегат? По сути, это такая небольшая кучка намешанных вместе entity и value объектов, которые действуют как единое целое благодаря правилам, которые внутри зашиты. Кстати говоря, эти правила называются инварианты. Ну, правила это в том плане, что вот как у нас есть правило совместимости каких-то компонентов, вот это инвариант называется. У агрегата есть какой-то корень. Обычно это сущность, ну, entity, с ID-шником. Внешний код, ну, то есть в нашем случае там сервисный слой, он обычно обращается именно вот к этому корню. Как у нас spaceship, мы к нему обращаемся, мы не обращаемся со стороны сервиса к внутренностям этого агрегата, то есть там какие там engine, не engine. Агрегат сам как бы орудует внутри, а наружу отдает какие-то уже более абстрактные вещи. Также для агрегата свойственно правило «все или ничего». Ну, то есть, если у нас есть ряд изменений в этом агрегате, то они должны быть атомарные. Либо мы все эти изменения делаем разом, либо если кто-то где-то там сломался, какая-то логика не починилась, значит мы все откатываем. Агрегат, грубо говоря, это такая граница, такой забор, которым обнесена часть кода, который гарантирует целостность данных. То есть внутри все операции как по транзакциям будут работать. Ну и в общем целостность данных там гарантируется, благодаря всяким правилам, инвариантам и прочим. По сути, как я уже с вами говорил, да, у нас есть методы какие-то, вот операции, которые непосредственно относятся к домену. В нашем случае доменом, ну, пока мы вот рассматриваем, да, в качестве домена это spaceship, корабль. Корабль мы там собираем как-то, да, и так далее. И у нас сейчас сама логика сборки, она реализована в сервисном слое. Вот здесь вот, в ассембле. Но я, помните, говорил, что в сервисном слое лучше всего оставить какую-то небольшую маршрутизацию, ну, типа записать что-то в репозиторий, вытащить из репозитория, сходить в соседнего клиента, ну и так далее. А всякие штуки, связанные с логикой, ну вот именно сборки там домена, вот как-то там взаимодействием с внутренностями корабля, это как бы вот самому спейсшипу отдать. То есть часть логики мы с этими валидациями уже на себя забрали в виде value объектов и entity, но еще остается много всего. И вот тут сейчас мы попробуем еще больше обогатить нашу модельку spaceship методами, которые начинают движение в сторону его превращение его в агрегат. Что сделали? Помимо того, что у нас все вот тут это есть, мы, во-первых, для самого спейсшипа также делаем метод new. Ну, чтобы вот четко уже через new все создавать. Передаем name, передаем корпус. Разумеется, мы проверяем, что имя не пустое, корпус ставим, имя устанавливаем, статус assembly. То есть нам уже в самом сервисном слое, помните, мы там создавали модуль, spaceship и там по полям заполняли. Нам не надо так делать, нам надо через new, потому что если мы по полям будем заполнять, мы что-нибудь забудем, какое-нибудь поле, и прошляпим, сохраним не того. А так new задали, мы один раз хорошенько подумали, написали этот метод, чтобы точно ничего не забывать, а если забыли, ну, кидать вот эту такую вот ошибку, и все, и мы не паримся. Дальше мы вот что делаем. Мы вот эти правила совместимости и прочего, вызова их, да, прям сюда и перемещаем. То есть вот install engine есть, нахрена его в сервисном слое размещать? Мы логику всю эту, мы сейчас прям тут и реализуем. То есть мы в этот install engine уже engine передаем. То есть тот entity, который у нас получился, а получился он там как-то в сервисном слое он сформировался. Ну, то есть он там из репозиторного слоя детальку достал, преобразовал его там в engine, неважно. Просто мы engine принимаем, и дальше вся логика идет. Мы проверяем, что наш корабль, у него статус assembly, in-assembly. Дальше проверяем, что двигателя у нашего корабля еще нету. Дальше мы проверяем, что совместим двигатель с корпусом. Видите, как компактно получается? Мы проверяем, что он с корпусом, этот двигатель совместим, тупо потому, что у нас тут уже есть hull, и мы can support можем у него вызвать. Все, мы передали туда engine класс, все, красота. Прошла проверка, здорово. Не прошла, ошибка. Та же самая фигня. Проверяем совместимость с баком. Проверяем, есть ли баг, есть ли совместимость, все. Если все круто, сохранили. И смотрите, в чем прелесть такого метода. В этом методе нет ни единого обращения к сторонним каким-то зависимостям. Будь то база данных, будь то внешние клиенты. То есть он нам тупо сформировал engine, сохранил его в объект spaceship, а дальше мы вот этот вот уже измененный объект spaceship уже в сервисном слое можем записывать в базу данных. Обновить, так сказать. То есть мы получили объект spaceship из базы без
двигателя. Тут что-то пошуршали, сделали, модифицировали поле engine в структуре Spaceship, и теперь его можем записать в базу данных. И благодаря тому, что здесь нет никаких вот этих внешних зависимостей, мы можем писать тесты без всяких моков. Это супер удобно. Тесты компактнее будут гораздо. И самое приятное, что вот этот install engine и install все остальное, оно рядышком, оно является прям методом Spaceship. Оно вот неразрывно связано, данные с логикой. Это прекрасно. Та же самая история с установкой щита. Вот они, все бизнес-правила тут описаны. Видите, как супер компактно получается проверки. Не вот эти громоздкие ифы, которые надо там по 50 раз копировать и понять вообще, где там кто зачем идет. А все аккуратно, все в методах. Та же самая история вот. Тут, конечно, кто-то возразит: ой, чтобы такое получилось, нужно написать кучу файлов, там каких-то обвязок. Но смотрите еще раз. Если у вас какой-то простецкий сервис, то нахер вам это не надо. Конечно, вы будете дольше всю эту инфраструктуру выстраивать вокруг объекта, чем код писать продуктовый, который вам проблему решает. Но если у вас серьезный проект, который, развиваться планируется, то, один раз такое сделали, потом аккуратно это дело поддерживаете, и уже гораздо проще становится. То есть дело тут не в том, что «Вай, я крутой инженер, архитектура мое призвание». Да насрать вообще, господи, бабки платят и хорошо. Тут фишка в том, что это от проблем вас избавит. Вместо того, чтобы новый функционал заводить, день, вы будете заводить его 30 минут. Потому что у вас не будет проблем, как подружить 700 ифов, которые были до, и 20 ифов новых. У вас все аккуратненько скомпоновано. Этим проще управлять, меньше головной боли. И в общем, для всех компонентов инсталл тут прописан. И вот у нас уже приближается это что-то вроде агрегата становится. И самое интересное, что мы Complete Assembly и Cancel Assembly тоже сюда вынесли. Почему? Потому что мы тоже можем здесь выделить логику. В частности, у Complete логика, вот именно такая бизнесовая логика, да, она заключается в том, чтобы проверить статус корабля, что он Assembly, да, иначе нам нельзя его завершать, и перевести непосредственно в статус Completed. Та же самая история с Cancel. То есть вот эту вот базовую логику, отделенную от взаимодействия с репозиторным слоем, мы сюда вынесли. Замечательно. Ну а теперь самое время прыгнуть на следующий коммит и посмотреть, как мы, благодаря вот этому вынесению логики в доменный слой, так сказать, упрощаем сервисный. На самом деле, проще, наверное, будет вот так вот посмотреть на дифе. Вот у нас как раз был метод start assembly, вот мы что сделали. Вот как помните, я говорил, вместо вот этого огорода, где нам нужно каждое поле что-то заполнить, не забыть, что вообще надо поля эти заполнять, мы аккуратненько вызываем new spaceship. Да, тут вот, к сожалению, еще есть некоторые рудименты, когда мы все-таки вынуждены поле parts руками заполнять, но это временно. Что дальше происходит? Мы complete assembly тоже немножечко упростили. То есть вот эту вот проверочку мы запихали вот сюда. То есть кажется, как будто баш на баш, да, тут 3 строки, тут 3 строки. Но что если этих проверок станет дальше больше? У вас тут ничего не будет раздуваться, вся логика будет внутри Complete Assembly. На самом деле мы и статус тут тоже убрали, мы его вот здесь вот меняем. Та же самая логика касается и Cancel, но основные изменения, конечно, коснулись методов установки. Теперь, вот смотрите, Install Engine. Раньше был вот такой вот здоровенный, на 10 шагов, помните, ой, кошмар какой здоровый. А теперь он супер аккуратный. Вот мы получаем корабль, получаем двигатель, тут вот, зарезервировали, поняли, что у нас есть столько штук, и вызываем Install Engine. И там вся логика уже обработается. Дальше нам только остается зарезервировать и сохранить этот корабль, с обновленным двигателем. Все сильно упростилось. Конечно, это еще не совершенство, но у нас еще и коммитов много впереди. Но уже чувствуется, да? Чувствуется, что часть логики мы туда отнесли, и тут прям проблем меньше. Тут дублирование устраняется. Тут куча дублей было кода, а теперь вон, смотрите, сколько всего поудалялось-то лишнего. Дышать-то легче стало. К примеру, у нас есть value object hull straight, то есть прочность двигателя. И валидация, она прямо в нем зашита, что удобно. Entity с поведением. К примеру, вот есть у нас hull, то есть это корпус. И этот корпус сам знает, для каких двигателей, он подходит, какую прочность он должен иметь. Логика опять зашита внутри. Или вот spaceship является агрегатом. Вся логика установки компонентов внутри зашита. Он сам все знает. Снаружи руководствовать ему не надо. И по итогу в сервисном слое остается лишь оркестрация, а не 200 строк ифов с всякими разными проверками совместимости. Сервисный слой мы упростили. И помните, как я вам говорил, что глядя на вот эти простецкие методы в доменном слое к модельке, да, то есть тут нет никаких инфраструктурных взаимодействий, юнит-тесты гораздо проще писать. Давайте в следующем коммите как раз таки и посмотрим,
как это происходит. Вот у нас сейчас тест папка добавилась, и вот смотрите, как выглядит. Например, давайте вот простецкие тесты на value objects посмотрим. Engine класс. По сути, просто мы несколько кейсов проверяем. Валидный класс. Проверяем, когда он А, когда он Б. То есть вот это что ожидается в ответе, да? Это типа входные данные. Табличные тесты, если вы знакомы, то понятно. Дальше мы проверяем инвалидные классы. То есть типа D, если передать, если X передать, если пустую строку, он должен валидную ошибку выдать. И видите, какие они аккуратненькие получаются. Та же самая метод проверяем прочности. Вот аккуратненькие тесты, без всяких громоздких моков. Если мы говорим про entity, то они тоже довольно аккуратненькие получаются. Отрицательный парт, нулевой парт. И гораздо проще все корнер-кейсы покрыть, потому что когда логика упрощена, корнер-кейсы больше на виду, чем вы такие: у нас 10 шагов было в install engine, а давай так проверим, такую совместимость, одно с другим, а третье с десятым. А тут все оп-оп, аккуратненько. А та же самая история коснулась спейсшипа. Пожалуйста, например, install engine. Вот у вас спокойненько тестируется один вариант, невалидный статус, уже установлен двигатель, корпус слишком слабый, несовместимость топливного бака. Вот все 4 корнер-кейса, которые возникли в логике, можно тут спокойно проверить. И самое-то приятное, что не нужно никакие моки генерировать, тут что-то об этом париться. Вы спокойно логику проверяете, как простецкий код. И таким образом у вас тестируемость вашего проекта становится гораздо качественнее, и вы вот какие-то сложные случаи с меньшей вероятностью пропустите. Когда нужна богатая доменная модель, как сейчас у нас начинает получаться, логика сложнее, чем обычный CRUD. Правила совместимости или каких-то валидаций дублируются в нескольких местах по нескольку раз. В сервисе плодится до хрена ифов. И есть бизнес-инварианты, то есть бизнес-правила, которые нельзя нарушить. Как ты понимаешь, если мы в доменную составляющую это все выносим, то вероятность нарушения, она снижается, потому что логика упрощается и тестировать ее проще. А когда не нужна богатая доменная модель? У тебя обычный CRUD, 4 ручки, вообще никаких проблем, никаких правил, нахрена тут это городить? Нет сложных бизнес-правил, там 2 ифа есть в ручках и все, вот тебе все правила. К чему тут это? Или какой-то маленький проект, который, в общем-то, расти и не собирается. На System Design собеседования, которые там часто дают middle plus там ребятам или синьорам, часто спрашивают, спроектируй систему. И, как правило, это микросервисы. И возникает вопрос, а где провести границу между этими самыми микросервисами? Кто за что будет отвечать? DDD, по сути, это те же самые микросервисы, только в рамках одного проекта, такая уменьшенная копия. Агрегат, можно его олицетворять с отдельным микросервисом, самодостаточной логикой и прочего. Если ты научишься выделять агрегаты, то ты научишься выделять микросервисы. Мыслительный процесс похожий. Поэтому я тебе настоятельно рекомендую в этом деле поупражняться и урок мой потыкать, потому что это может пригодиться на интервью. Окей, со спейсшипом мы более-менее разобрались, его упростили, но теперь давайте немножечко займемся тюнингом парт. То есть детальки. Давайте вернемся в репозиторий нашего парт. Помните, были методы, которые возвращали, двигатель, корпус и так далее. И я тогда еще говорил, что это такой вот умный конвертер, да? И я обмолвился, что очень странно держать его в репозиторном слое. Оно, в общем-то, наверное, обусловлено, потому что в репозиторном слое у нас хранятся вот эти парты, и тут удобно их преобразовывать. Но по логике довольно странно, потому что парт — это довольно обезличенная деталь, она, в общем-то, не должна ничего знать о вот этих вот entity, типа hull, engine и так далее. Но она при этом знает. Да и вообще, в целом, конвертеры такие городить в репозиторном слое, который больше-то отвечает за связь с базой данных, очень странно. Поэтому я предлагаю вот эту всю логику как раз-таки переместить к моделькам, потому что она имеет непосредственную связь именно с модельками. И вот в этом как раз коммите в следующем мы этим всем и займемся. Мы добавили такой файлик, который называется Component Factory. То есть это, по сути, фабрика компонентов. Как она работает? У него есть функция new, но это не суть важно. Она просто пустой компонент factory создает. У этой фабрики есть вот эти методы. Создать корпус, создать двигатель, создать щит и так далее. В общем, под все детали. Как там и было. Как он работает? Он принимает тот самый парт, который мы можем из репозитория без проблем получить. И всю эту логику, которая была зашита, спрятана в репозиторном слое, мы можем вот здесь вот использовать. То есть мы проверяем, что это действительно тот самый тип данных, точнее тип детали, и создаем через наши любимые всякие эти конструкторы value объектов и конструкторы entity нашу деталь. И обратите внимание, что тип детальки мы вынесли в констант. Чтобы в одном месте их создать и во всех остальных местах спокойно переиспользовать. И в чем опять же прелесть? Помните, там был такой момент, когда в репозитории эти методы были, мы делали getID. Мы сперва получали
по getID, потом все проверяли и возвращали. А когда мы возвращали уже вот в таком вот model hull, нам приходилось в сервисном слое еще раз getID вызывать, чтобы уже деталь получить. Это избыточная хрень получалась. В итоге мы вот эту часть логики унесли к модельке, и теперь мы можем спокойно getById сделать в сервисном слое и переиспользовать для двух операций полученную деталь. Как это выглядит? То есть мы компонент factory, я уже объяснил, да, что мы сюда именно деталь передали и сконвертировали ее в конкретный компонент. Как это в сервисном слое теперь выглядит? Конечно, в сервисном слое мы были вынуждены добавить в зависимости фабрику, вот это вот, чтобы мы могли доступ к методам иметь, типа create, там, hull и так далее. А теперь как это сборка-то выглядит? Ну, допустим, давайте install... Ага, мы тут обобщенный даже install компонент смогли сделать. Смотрите, install engine. Раньше для того, чтобы install engine сделать, нам нужно было сперва получить корабль, затем мы должны были получить engine, получить part, и там что-то уже дальше химичить. Теперь мы можем сделать проще. Во-первых, мы сделали обобщенный install компонент. Ну, опять же, чтобы устранить дублирование логики. Что install компонент принимает? ID-шник корабля. Хорошая вещь. ID-шник компонента. Ну, то есть, либо это двигатель, либо там корпус и так далее. Дальше он принимает какой-то метод, который позволяет создать компонент, и какой-то метод, который позволяет установить этот компонент на корабль. И дальше уже вот эти конкретные методы, они супер легкие становятся. То есть мы передаем сюда, обратите внимание, Spaceship ID, мы его тупо знаем изначально. Engine ID, как компонент ID, мы его тупо тоже знаем изначально. И что тут происходит? Прежде всего, получается по ID-шнику корабль. Нормальная тема. Дальше part получается по ID-шнику. И вот тут как раз таки и происходит вот это облегчение. Видите, мы один раз part получили, и вот этот part мы потом будем использовать и в create компонент, и впоследствии вот здесь вот, когда вот мы проверяем available. То есть мы create компонент вызываем, мы его как-то создали, дальше установили как-то, резервируем, сохраняем. Все. Мы часть логики, которая общая для установки всех компонентов, вынесли в install компонент. А конкретику мы запихнули как раз таки вот в эти create компонент и install on ship, которые мы здесь уже передаем вот тут вот. То есть вот это вот, то, что я сейчас выделил, это create компонент для engine. Ну, для engine это просто у factory вызвать create engine. А, допустим, create компонент у щита, это вот такое вот вызвать. Видите, вот отличается вот этим. Вот create shield вот этот, а тут create engine. Установка у случае engine это install engine. В случае вот этого shield это install shield. В случае weapon, install weapon, create weapon. Ну и так далее. Короче, мы тут разрядили обстановочку, общие вещи вынесли, и все становится опять сильно проще. То есть мы часть логики переместили в part, точнее, ну, рядышком с партом, в Component Factory, что не может не радовать. Облегчили? Облегчили. Продолжаем с вами непрерывный рефакторинг. Давайте на Component Factory посмотрим. Я сейчас просто с вами специально иду именно супер пошагово, чтобы вы понимали, в какой момент, где мои мысли оказываются, что типа, о, а может быть тут мы подрефакторим, а может быть мы тут подрефакторим и так далее. Смотрите, Create Hull и Create Engine. Чем они похожи? В принципе, они похожи тем, что мы в самом начале всегда вот эту проверку делаем. Проверку, что это действительно тот самый тип данных, который нас интересует. Это общая хрень, которую мы везде вынуждены таскать и не забывать. В принципе, мы можем это дело отрефакторить тем самым, что мы просто это вынесем в отдельную функцию. И просто ее здесь будем вызывать, чем тут плодить. Давайте попробуем. Прыгаем в следующий коммит. И вот у нас уже везде вызывается validate type. Мы тупо передаем туда тип данных, который нас интересует. И validate type что делает? Он проверяет, что мы соответствуем нужному типу. То есть, что у детали ожидаемый тип. И проверяется через мапу. Вот так вот. То есть мы ожидаем, что вот здесь вот у нас константы заданы. И мы говорим о том, что вот это соответствует этому, вот это соответствует этому, это соответствует щиту. Ну, то есть просто переводы тут сделаны. А зачем они сделаны? А вот эта вот штука вызов для того, чтобы просто текст ошибки сделать правильным. Давайте еще разочек. Когда мы пытаемся установить двигатель, мы передаем сюда part. У парта есть type, к которому мы обращались. И нам нужно сверить, что этот part type равен именно engine. Вот мы ожидаемый тип данных сюда пробрасываем, engine. Текущий тип данных у самого парта есть. Вот мы к самому парту обращаемся, типа, брат, у тебя ожидаемый тип? Если да, то мы nil вернем. А если не ожидаемый, то мы просто русскоязычный маппинг получим и скажем, деталь с таким-то айдишником не является engine, ну типа там двигателем или типа того, а у тебя тип такой.
Вот и все. То есть, если мы ожидали корпусом, он говорит, не является корпусом, не является двигателем, не является щитом, не является оружием и так далее. Ну, такой вот легкий рефакторинг. Чуть-чуть он упростил. Конечно, можно было его и не делать, но вот можно такие украшательства иногда добавлять. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что со спейсшипом. Может быть, тоже что-то можно сделать. Мы, в принципе, спейсшип-то уже достаточно неплохо обогатили, но меня, знаете, что напрягает? У нас здесь вот аккуратненько размещены все компоненты корабля, но при этом устаревшая хрень какая-то болтается, которую мы раньше использовали, когда у нас не было конкретных типов деталей. Reserve part. Вот кажется, что эта шляпа, она тут нафиг уже не нужна. Ну вот именно в самом корабле. Зачем она нужна? Мы, в принципе, можем составить список зарезервированных деталей, да, ну типа то, что мы уже типа как бы установили. Вот тупо из вот этих. Ну, мы можем пройтись по каждому этому полю, айдишник вытащить и все, и получить какое там количество и так далее. Почему бы так не сделать? Перепрыгиваем на следующий коммит и видим, что reserved исчез и добавился снизу метод как раз таки подсчета. Вот. Get reserve part. Что мы делаем? Мы сперва двигатель туда суем, потому что корпус. Корпус есть всегда. Дальше говорим, если двигатель есть, его добавляем. Ну и остальные тоже. Они же опциональные. Вот и все. И у нас получился parts, список зарезервированных деталей, который мы спокойненько себе используем в сервисном слое. Точнее, даже не в сервисном слое, а чуть иначе. Раньше мы как делали? Раньше мы, когда резервировали какую-то деталь, мы добавляли ее как раз вот в это поле reserved. Давайте вот тут даже на примере посмотрим. Вот помните, да? Раньше, когда мы корабль создавали, мы в ship parts, вот эти резервированные детали, добавляли вот этот part ID, quantity. Если мы там, допустим, завершали сборку корабля, то мы по всем деталькам пробегались и делали commit reservation. Или в случае cancel release reservation. И проблема-то в чем была? В том, что мы тут в цикле бегаем. А прикиньте, сколько запросов в базу лишних. То есть можно одним сделать, а тут вот несколько запросов. Та же самая фигня, то, что нам нужно было постоянно в башке держать, что эти резервейшены надо было обновлять при установке каждого из компонентов. Это тоже не супер удобно. Ну, блин, прикиньте, вы помимо того, что обновляете поле engine, например, вам еще нужно поле parts обновлять. Капец, хрень какая-то. В итоге мы убрали из самого спейсшипа вот этот parts, нам не нужно. Ну а саму резервацию мы тоже упростили. То есть, во-первых, метод в репозиторном слое commit reservation меняем на commit all reservation. То есть он уже тупую туда. Мы присылаем все зарезервированные детали, все существующие детали, которые есть вот у корабля, да, благодаря вот этому методу, который мы сейчас написали. И уже в репо-слое пусть он там как-то циклом вертит. Ну, будем считать, что в случае базы он бы просто один запрос бы сделал массовый. И вот получается, смотри, commit all reservation. Вот он в цикле уже в репо-слое. То есть мы в сервисном слое от цикла избавились. А тут это как будто бы SQL, который умеет сразу все. То же самое с релизом. Тоже циклы. И в итоге сервисный слой, он, видите, упростился. Вместо того, чтобы вот такие циклы, мы один вызов делаем. То же самое тут. Ну и в случае с установкой мы просто это убираем, потому что мы и так при сейве все, что нужно, сохраним. Опять упрощение, опять здорово. Вы, если что, не обращайте внимания, что тут тесты тоже меняются. Тесты, я как бы их писал для того, чтобы, сверяться с тем, что там проект не развалился, поэтому я их просто подстраивал, обновлял, тем самым регулируя качество. Окей, тут мы тоже подупростили. Теперь мы напильничком будем точить дальше. Следующий шаг у нас должен касаться уже парта. То есть парт по-прежнему у нас является такой довольно плоской структурой, у которой, конечно, есть пару методов, но это несерьезно. Все-таки хотелось бы как минимум его превратить в entity. Видите, у него есть айдишник, логично, да, и какие-то тут, значит, поля, и при этом у него логика тоже присутствует. Например, очевидно, что нельзя там имя пустое задать или тип и так далее. Поэтому давайте part превращать в entity. Для начала логично ему добавить функцию new. То есть new, в которой будет какая-то проверка, как у спейсшипа было, да. Давайте перепрыгиваем на вот этот коммит и смотрим на функцию new. New part. Передается имя, тип детальки, количество и вес. И мы, в общем-то, вот здесь вот все аккуратненько проверяем. То есть вместо того, чтобы пихать все эти проверки куда-то там в хендлеры или в сервисные слои, мы спокойненько здесь все это дело проверим. Причем, смотрите, валидность типа мы проверяем через этот isValidPartType, который спокойненько просто вот в этой мапе, которую мы раньше делали, проверяет, есть ли такой ключ. Довольно удобно. Сформировали part, вернули part. Разумеется, да, стоит ли говорить, что тогда этот part все-таки приватным стоит делать, да, в будущем, для того, чтобы его нельзя было создать без функции new. И мы вот этот вот new part как раз в сервисном слое и заиспользуем. То есть, когда у нас есть ручка вот этот вот create в сервисном слое, который part,
в самом начале у нас, помните, добавлялся, уже давным-давно добавит. Мы здесь раньше сделали просто модельку, которую сохраняли в create, ну то есть опять model, там part и так далее. Теперь мы сделали через функцию, через конструктор так называемый, тем самым обзаведясь валидацией прям сразу. Вот, окей. Теперь у нас уже больше начинает походить наш part на entity. Следующая важная вещь, о которой стоит задуматься, это модель в целом. Вот смотрите. У нас сейчас моделька, ну, допустим, тот же самый spaceship или part, она одна на все слои. То есть вот мы, если обратим внимание, то мы, допустим, в хендлере, ну, вот когда мы, допустим, получаем, мы же тут model part используем, в сервисном слое мы тоже юзаем model part, в репозиторном слое тоже model reservation part там или просто model part. То есть, короче, одна и та же структура, один на этот же entity, не знаю, как угодно называйте, она расползлась на все слои. На данный момент, наверное, супер большой проблемы это не предоставляет. Но чем дальше развивается проект, тем ситуация может становиться хуже. С чем это связано? Дело все в том, что на разных слоях поля, которые необходимы в модели, да, они могут быть разные. Например, в слое хендлера могут быть тупо не все поля, которые мы хотим наружу выдавать. Ну, к примеру, у нас вот деталь, да, она, допустим, содержит, не знаю, вес. А у нас что-то черт дернул, мы наружу вес никому не хотим сообщать, секретная информация. Значит, вес мы заполнять не будем. Ну, то есть мы его что, 0 везде должны проставлять? Мы его из базы получим, а что нам его подтирать, что ли, из этой структуры, прежде чем выплюнуть наружу? Или как? Наверное, не нужен. В той же ситуации может быть оказаться база данных. В базе данных типы, которые тут представлены, они могут иначе выглядеть. Ну, самый простой пример, если у нас есть тут какой-то слайс, то в базе скорее он будет какой-то PQ, array, там, да, ну это вот если кто в курсе, там этих типов специальных для базы созданных и так далее, они будут отличаться. И непонятно, как тогда, руководствуясь одной моделькой, все это уместить. Делать копии полей, типа parts как slice, parts как PQ array, ну хрень какая-то собачья. И отсюда возникает мысль о том, что неплохо было бы, мы же руководствовались тем, что слои наши должны быть независимы друг от друга, мы еще и интерфейсами их прикрыли, все здорово. Но неплохо было бы с точки зрения моделек их сделать независимыми друг от друга. То есть на каждом слое должна быть своя самостоятельная, независимая от других слоев модель. И это нам развязывает руки очень сильно. Мы можем менять эти модели на каждом слое, не боясь сломать другие слои. То есть набор полей разный, тип данных разный и так далее. И по факту у нас получается, что в случае, например, хендлера, это будет простенькое DTO, Data Transfer Object. То есть там даже не нужно никаких там методов, которые привязаны к этому парту, да. Просто в тупую будет моделька, ну, структура, которая как-то заполняется и отсылается наружу. Ну или там что-то принимается. В сервисном же слое нам нужна богатая модель. Это вот та самая доменная модель, да, как вот part там, или spaceship разросся и так далее. А в случае, допустим, база данных, там тоже все может быть проще. Она даже вообще какой-нибудь плоской может быть, вложенности там может не быть. Там тоже супер методов не надо. И самое главное не забыть, что перемещаясь по слоям, нам нужно конвертировать одно представление в другое. То есть, когда у нас с хендлера идет вызов в сервисный слой, мы должны вот эту DTO, которая на хендлерном слое, преобразовать в модельку, которая на сервисном слое. Да, отчасти это будет копипаста одних и тех же полей, но отчасти может и нет. И короче, оно прилетает в сервисный слой. Когда сервисный слой идет в репозиторный, другое преобразование, ну и так далее. И в итоге у нас все изолировано. Все пляшет вокруг сервисного слоя, потому что он там главный, да? И все остальные подстраиваются, преобразуя данные к его виду, когда запрос доходит до сервисного слоя. Давайте поэтапно действовать. Вот давайте в первом коммите выделим DTO для part handler. Прыгаем и смотрим. Залетаем в хендлеры. Вот у нас part. И мы вот здесь папочку создаем DTO. То есть рядышком с хендлером DTO. И нам нужно тут, по сути, ну, три вещи, да, это реквесты, респонсы описать и конвертеры. Что такое реквесты? Реквесты, вот они. У нас есть, когда создается, данные прилетают. Видите, тут нет айдишника. Нам удобно как раз таки сделать отдельный create part request. Тут нет никакого айдишника, все спокойненько он сделан. И JSON теги именно тут мы и указываем. Потому что именно тут эти JSON теги и нужны. Они не нужны нам в модельке, которая в сервисном слое будет. Они только тут нужны, потому что тут парсится JSON. И withdraw request. Тоже вот такой вот мы сделали. С респонсом все тоже просто. Part response у нас есть, и вот тут все в кучу мы спокойненько выплевываем. Причем мы помечаем, что эти там опциональные поля, эти обязательные, и все. Ну и конвертер. Конвертер, соответственно, что должен уметь делать? А с одной стороны, он должен
преобразовать модельку, вот эту part, которую мы до этого юзали, в part response. И как вы видите, тут сейчас это 1 к 1. Скажете, тупо, неэффективно. Но вот это копирование, это экономия на спичках. Понятное дело, если у вас безумный хайлоуд, и какие-то там микробайты экономите, но надо понимать, что все вот эти DDD, абстракции введения, это не про перформанс какой-то безумный, это про удобство поддерживания и удобство развития проекта. Любая оптимизация, она идет в ущерб пониманию проекта, то есть это там прям зависимость можно выявить. А в данном случае вот, мы как бы пока 1 к 1 копипастим, маппим, так сказать, но зато это развязывает нам руки, слои становятся более независимы друг от друга. Та же самая история с part response, когда мы хотим слайс вернуть. Мы можем тут вот этот метод, который выше объявили, переиспользовать. Ну вот мы просто слайс партов переделали в part response слайс. Все, что мы сделали. И дальше, по сути, мы можем вот эти штуки заиспользовать в самом хендлере. И теперь смотрите, когда мы делаем create, мы распарсили мы в create part request, тот самый, который сейчас объявили. И в create мы уже передаем, уже вот так вот можем передать. Можем, конечно, отдельную модельку создать для сервисного слоя, но можем так вот в лоб передать 4 аргумента. Ну, 4 еще может быть терпимо, если больше будет, то уже стоит все-таки какую-то структуру завернуть. Тем не менее, когда мы, допустим, получаем данные, вот мы просто дергаем getAll, да, прежде чем заинкодить, мы вот этот, видите, DTO конвертер вызываем, мы parts передаем и конвертируем в тот вид, который нам нужен. Все довольно просто. Ну, тупо сконвертировал, передал, получил, сконвертировал, все. По такой же логике дальше мы делаем для assembly handler. Перепрыгиваем на commit и смотрим assembly. То же самое. Реквесты описали, start assembly request, install компонент, респонсы описали, spaceship response. Вот, видите, тут как раз тоже вложенность, она сохраняется в данном JSON. Хотели бы мы, например, в плоскую структуру превратить, без вложенности? Без проблем, тут меняем, и это никак не влияет на сервисный слой. Ну и конвертеры. Тут уж мы сейчас считываться особо не будем, но тут важно понимать, что просто, вот, например, статус, да, он в доменной модели, он был какой-то spaceship статус специальный, да, вот этот value object, а тут он стрингой. Вот мы спокойненько преобразуем. И вид одного слоя меняется на вид другого слоя. С хендлерным слоем разобрались, давайте разбираться с репозиторным. И вот мы можем выделить отдельный рекорд, ну или модельку, как можно так обозначить, как угодно. Можете обозначать, просто вот принято, наверное, рекорд чаще говорить про штуки, которые связаны с репозиторием. Part репа. Смотрим, что произошло. Заходим в part репа. Тут мы выделили entity штучку. И тут тоже есть сама запись и конвертер. То есть вот part record это тот же самый part, только вот для репозиторного слоя. И вот видите, да, он уже с примитивными типами данных, в отличие от доменной штуки. Доменная это у нас там она типа умеет и всякие value объекты. Agent класс это у нас value object, если вы не помните. А вот это у нас просто тупые примитивные типы, которые в базе там будут содержаться, ну или в нашем случае в мьютексе. А конвертер, он более такой умный. Ну хотя нет, на данный момент конвертер довольно тупой. 1 к 1, но тем не менее он позволяет эту изоляцию сделать. А вот сам репозиторий получается, смотрите, к примеру, метод какой-нибудь, getAll опять же тот же самый. Мы сперва эти рекорды вычитываем из нашей базы, из нашей мапы, потом мы их преобразуем через entity конвертер. Тут вот то же самое. Тут вот есть конвертер. Все, короче, тут спокойненько переиспользуется. Двигаемся дальше. Рекорд также отдельно выделяем и для spaceship репозитория. Смотрим. Репозиторий, spaceship entity. Все так же. Рекорд отдельный. Вот он, да. И конвертер. Вот такой же конвертер. Очень похоже, да, как выглядит и на хендлеровом слое. И все, и получается мы уже за парочку коммитов, там несколько штук, да, 4 коммита, развязали слои с точки зрения моделей данных. Ну и теперь мы можем подчистить всякое говно. В частности, что мы можем подчистить? В модельках, которые уже вот эти доменные, мы спокойненько можем JSON теги удалить, потому что они тут тупо не нужны. Это нам, просто визуально чище делает все. Ну, мало того, что мы уже сами теги JSON-овские подделали, мы теперь спокойно можем тут вот здесь вот использовать уже наши entity и value object. Ну, в данном случае value object мы используем, да, для вот этих полей. Раньше у нас тут все-таки примитивные типы были. Мы теперь еще больше делаем шажок вперед, чтобы наша деталька part становилась более умной. Entity такой прошаренный. Ну и сразу на ум приходит, что если мы здесь типы данных поменяли, то нужно идти и менять конвертеры. В данном случае мы, когда в этот объект модельный, в данном случае речь касается репозитория. Вот если в предыдущем коммите репозиторный конвертер нашего парта был очень простенький, просто 1 к 1, потому что примитивные типы, что вот в part record, вот видите, вот обычные примитивные типы, то в нашем model part
обычные примитивные типы. Но мы сейчас же в model part сделали уже не примитивные типы, поэтому конвертер нам пришлось поменять. Видите, в model part у нас же теперь уже value object напихались. И теперь нам вынуждены вот так вот делать. Если твердость есть, значит мы ее преобразуем. Стрингу получаем, стрингу преобразуем и так далее. Но в обратную сторону тут иначе. Ну, типа, если это part whole, мы его через его эти конструкторы прогоняем. Ну, то есть вот тут, чтобы валидация тоже уже была. Мы переиспользуем код, который у нас имеется. Теперь хотелось бы вернуться немножечко к фабрике компонентов. Штука-то вроде неплохая, но по большому счету, вот в данном случае теперь приходит осознание, что она довольно избыточная, потому что в ней не так уж и много прям логики-то зашито. Простенькое преобразование part какой-то конкретный компонент можно как раз таки в самом компоненте и выделить. Ну, к примеру, вот у нас есть engine, да, у нас есть функция new engine, которая, ну вот принимает вот так детали, ну не детали, это как бы свойства свои, и формирует engine. А что мешает нам сделать еще как бы один конструктор, ну типа new engine from part, что-нибудь такое, и принять уже просто part, просто немножечко другой конструктор, который будет правилам, если что, подчиняться. И тогда мы фабрику можем удалить. Вот давайте прыгнем на вот этот вот commit и поглядим, как это может выглядеть. Вот так вот. New engine from part. Мы part приняли, провалидировали тип, как и было раньше. Соответственно, провалидировали также, что есть engine класс и engine type. Ну, типа, все ок. Они заданы. Они должны быть заданы. Ну и просто потом вызываем этот new engine. То есть примерно похоже на тот конструктор, который у нас уже есть. То есть в данном случае мы вот так вот делаем. Ну вот видите, они примерно похожи. То есть мы переиспользуем вот этот конструктор. Видите? Мы его переиспользуем, просто подготавливаем для него данные. Так как-то покрасивше будет, чем какой-то компонент factory плодить, отдельные сущности и так далее. И вот так вот мы поступаем, в общем-то, во всех вот этих наших entity. То есть вот у нас и для корпуса такая же хрень переиспользуемая есть, и для щита, и для всех остальных. Кажется, так гораздо будет удобней. И в итоге у нас этот component factory из сервисного слоя тоже убирается. Ну, здесь вот можете как раз на дифе посмотреть. Видите, вот все убирается. И мы не паримся. Мы просто вызываем model new from part. Ну и вот там тоже, да. Model new engine from part. И все, нет никакой фабрики. Все проще стало. То есть нужно не только усложнять, нужно еще и упрощать стараться. Окей, мелочевку всякой позанимались. Теперь давайте все-таки к парту вернемся. Мне все не дает покоя, что у нас многовато все-таки логики. Не находите? Вот здесь вот в сервисном слое. Смотрите, что я имею в виду. К примеру, когда мы с вами занимаемся установкой какого-то компонента, мы в частности занимаемся его резервированием. Что мне не нравится? Меня смущает, что резервированием, да, детали мы занимаемся вот таким вот образом. Мы что-то там в репо слой лезем, что-то там в базу сразу сохраняем. Почему меня это смущает? Потому что вот, например, Spaceship, который мы уже причесали получше, мы делаем не так. Мы его сперва просто получаем текущее его состояние, потом кучу всяких манипуляций с ним делаем, что-то там вот это install on ship, бла-бла-бла, и потом сохраняем. То есть получили текущее состояние, как-то его в доменном слое изменили, и потом сохранили. А вот с запчастью не так получается. С запчастью мы ее получили, и потом каждый раз, когда нам надо что-то с ней сделать, вот тут мы ее поменяли, потом мы ее зарезервировали. Короче, хочется, наверное, к подобному же сценарию прийти, что мы ее получили, все, что нужно с ней сделать, сделали, и только потом сохранили. А не лазать каждый раз, что-то там сохранять, резервировать или еще что-то такое. То есть нужно часть логики, которая присутствует сейчас в сервисном слое, перенести на сторону именно запчасти. Тогда все должно сильно упроститься. Это касается не только, кстати, установки деталей, но то же самое касается и комплита, cancel. Когда вот тут вот делаем, да, мы же, получается, детальки все должны там уже в репо-слое в цикле что-то провертеться. Не самый удобный сценарий. Ну, он как бы контринтуитивен, получается, тому варианту, который мы избрали в корабле. В корабле мы не так делаем. Мы не выдаем всю вот эту хрень, всю эту логику выдавать там репо-слою. Ну, это шляпа же. В корабле мы немножечко иначе действуем. В корабле мы логику запрятали именно в домен, ну, то есть вот здесь вот, да, в модельке. Репозиторный слой используем тупо для того, чтобы получить, сохранить. Все, хотим и так же тут. Давайте перепрыгнем на коммит и сделаем это. Вот в парте, помимо методов, которые у нас уже были, ну, вот этот new part у нас уже был, available был, делаем reserve, release и вот этот withdraw reserve, withdraw available. Что они делают? Reserve, он резервирует детали для сборки, не поверите. Во-первых, он сразу же тут внутри логику содержит проверки. Чтобы там не таскать каждый раз вот этот if, типа, а точно доступных деталей больше одного там, да, и так далее. Поэтому мы
тут сразу эту логику зашиваем. То есть мы сюда передаем, сколько мы хотим зарезервировать, сверяемся, сколько доступно деталей. Ну, мы же из репа слоя это получим эти данные, у нас модель это будет знать. Если не хватает, то сразу пишем «не хватает». Если хватает, тогда мы reserved поле, тогда у нас же есть reserved, мы его сохраняем. Ну, в смысле, увеличиваем на то количество, которое хотим зарезервировать. Супер простая логика у метода. Та же самая метод release. Супер простая логика. Тупо вычитаем количество, которые мы хотим, ну, как бы убрать из зарезервированных. Ну, то есть отмена какая-то случилась. Отмена сборки мы убираем. Тут можно тоже, на самом деле, и валидацию добавить, что типа там мы слишком много не убираем, а то мало ли какая ошибка. Есть также у нас еще метод withdraw, который мы раньше делали, да, который относится к списыванию или увеличению деталей причине не того, что кто-то что-то начал собирать, какую-то сборку корабля, а просто на складе, там, не знаю, кто-то украл там недочет или еще что-нибудь, куда-нибудь там перевезли, продали. И он что делает? Уменьшает и увеличивает сразу quantity и reserved. Ну, то есть, если у нас там кто-то списал со склада что-то, мы сразу отовсюду убираем. Ну и available, он тоже считает, как бы, исходя из quantity, то есть убирает. Логику мы эту всю здесь запихали. Видите, часть логики у нас просто сюда переехала. И дальше нам остается финальным штрихом 4-го нашего акта сервисный слой сильно упростить. Во-первых, давайте прямо на дифе посмотрим, так эффектнее выглядит. Добавляем метод save для парта, такой же, как у spaceship. Ну, то есть просто в тупую текущий state парта мы сохраняем. И нахрен убираем все вот эти методы withdraw, reserve, commit, release. Потому что вот эта логика, она вся уже в модельке. И она проще, без всяких там сложностей. Все, отсюда все убрали. А дальше в сервисе part мы юзаем не вот это вот, да, типа сами тут проверили и только потом что-то сохранили. А мы тупо бизнесовое правило юзаем у модельки и сохраняем. Все, вся логика в доменный слой. Сохраняем простецкой операцией. Что касается Complete Assembly, тут мы, смотрите, что делаем. Мы вот эту вот логику, которая была зашита в репозиторном слое, переносим сюда. То есть мы, вызывая у парта withdraw reserve, мы внутреннюю логику самого entity как бы вызываем. Но получив деталь, мы там ее резервируем и сохраняем текущий стейт. Из-за того, что деталей много, обратите внимание, мы тут опять вынуждены цикл использовать. И тут вам вот на подумать, а как можно, сохраняя наш новый подход с тем, что логика туда спрятана, лишиться этого цикла? Ну, чтобы вот не долбить нашу базу тут по 2 запроса на каждую итерацию цикла. Это вам на подумать, можете в комментариях как раз об этом деле поразмышлять. Возможно, что-то со стороны репослоя надо будет поменять и облегчить. Например, типа массовое сохранение деталей. Или, может быть, массовое получение деталей. Это касается и вот этой части, и все, да. Таким образом, у нас все сильно причесалось. И вот видите, благодаря 4-му акту мы колоссальное количество изменений совершили. Во-первых, мы ввели value объекты, entity, агрегаты, превратили spaceship в хороший агрегат, прокачали part, то есть он стал прям умный со своей внутренней валидацией. Сильно облегчили сервисный слой, чтобы он переиспользовал доменную логику. Выделили модельки, на каждый слой своя, чтобы слои были еще гораздо более независимы друг от друга. Ну и так по мелочи немного порефакторили, чтобы упростить наш код. Домен чистый, логика на месте, завод растет, бизнес развивается, объемы наращиваются и есть желание заключить контракт с внешним поставщиком Galactic Parts. У них есть API, которая тоже там может что-то резервировать, детальки, покупать и так далее. Нужно с ним интегрироваться. И вот ты открываешь их документацию, а там какая-то шляпа незнакомая. Очень странно. Вместо нашего Part ID какой-то вендор SKU. У нас цена была в копейках, у них в каких-то кредитах. Короче, поля другие, структура другая. Кошмар, что делать? Как это все друг с другом дружить? Итак, 5-й акт. Давайте смотреть, какие у нас есть требования в документации нашей. Значит, бизнес вырос, ла-ла-ла. Значит, показывать стоимость сборки. Сохранять финальную цену при завершении. Посмотреть смену поставщика без изменения сервисов. Возможность смены поставщика без изменения. Короче, смотрите, в чем прикол. Есть у нас новый API. Первое. Это estimate, то есть получить предварительную стоимость сборки по ID-шнику корабля. А также по ID-шнику корабля мы хотим завершить сборку, это у нас существующий, да, endpoint, но должны еще сохранить финальную цену. Фишка тут такая, откуда нам цену брать? То есть, если раньше мы с вами детальки с нашего склада брали и не парились, сколько они стоят, для нас это было бесплатно, то теперь мы будем детальки заказывать у поставщика, и нам нужны цены. У этих чуваков, Galactic Parts, есть такие ручки. Первая ручка прайсинг.
Короче, ты туда типа закидываешь vendor SKUs. Vendor SKUs это что-то типа айдишника, как у нас. Только у них какие-то свои. GP-Hull 001, GP-Engine 001, какой-то там маппинг должен быть. И они возвращают нам слайс, который выглядит так. Vendor SKU, base cost кредит, какой-то кредит 100, available true. Угу. Окей, давай читать, как это все должно мэчиться. Маппинг типов деталей. Значит, наш hull это вот просто вот так вот. GP Hull 001. Наш engine GP Hull 001. Ну и так далее. То есть, в принципе, маппинг супер простой. Тут везде добавляется к нашему названию GP и 001. Конвертация валюты. 1 кредит равно 100 рублей. То есть, они в кредитах нам присылают. То есть, вот эта вот хрень, это типа 10 тысяч рублей. Окей. Самое ключевое. Не пускаем внешние структуры в наш код. Почему? Потому что, прикинь, у нас есть своя терминология внутри нашего кода, есть там айдишники, есть engine, есть типы, есть спейсшипы и прочее. Есть опять же прайс, который мы не так хотим хранить. А тут получается какие-то свои названия. Они их придумали. Эти чуваки из Galactic Parts, им так удобно. Нам это так неудобно. Поэтому у нас должна быть какая-то прослойка между их ответом и нашей логикой. То есть их ответ приходит в какой-то вот странной форме. Мы его преобразуем в ту форму, в которую нам удобнее, и работаем с этим. То есть это воспринимать поход во внешний API можно как отдельный слой. То есть вот мы же сделали, что у нас все слои друг от друга независимы. У каждого своя моделька. Только в нашем случае просто модельки были весьма похожи на этих 3 слоях. А теперь будет моделька, которая капец не похожа. И нам нужно между ними конвертер сделать. Тогда это будет работать хорошо. И логика такая. Вот домен наш язык. Переходим в какой-то порт, который преобразованием занимается. Точнее, сам порт это интерфейс к этому вот адаптеру. А адаптер занимается вот этой преобразованием. И дальше мы идем в API. Вот, в принципе, все. Давайте начинать. Начнем, пожалуй, с самого клиента к этому Galactic Parts, а где его предполагается размещать. На самом деле вариантов много, но мы с вами, допустим, сделаем папочку такую integration. Это же интеграция, давайте вот в integration сделаем. Можно было сделать под папку там client, давайте в integration. Вот у нас под папкой есть Galactic, чтобы мы понимали, что если что, у нас можно другие интеграции делать. Мы делаем модельку. А как уже и было описано в ТЗХе, request, он принимает vendor SKUs в виде стрингов. Мы тут JSON теги размечаем, потому что мы же по HTTP будем взаимодействовать. И pricing response, который содержит vendor SKU, base cost кредит и available. Доступна ли деталь? Все, в принципе, мы тут их описали. Дальше мы клиента описываем. Сам клиент самый простецкий HTTP клиент. То есть мы оборачиваем его и говорим: у тебя есть URL и есть клиент базовый. И сам URL мы передаем, когда инициализируем клиента. Когда мы клиента HTTP-шного создаем, мы дефолтный тайм-аут ставим. Хорошая практика, да, чтобы клиентский тайм-аут у нас существовал, чтобы мы не висели вечность. И дальше один метод, getPricing. Мы принимаем контекст, поскольку это сетевой вызов, там с контекстом лучше всего работать, чтобы, если что, можно было бы запрос в любой момент отменить. Входные данные vendor SKUs, формируем body, как нам положено по этому нашему API, TZ и прочему фигни. Дальше маршалим это body, то есть превращая из гошной структуры в какие-то набор байтов JSON, которые по сети полетят. Затем вот так вот мы просто соединяем базовый URL нашего вот этих галактики, да, и конкретного эндпоинта. Он у нас захардкожен здесь вот API v1 pricing. Если что, просто вот есть такой метод join pass. После этого мы формируем новый request. Причем смотрите, в чем штука. Мы request формируем через with-context. Это нам что позволяет сделать? Это нам позволяет на конкретный контекст конкретный тайм-аут навесить. То есть в каждом запросе они могут быть разные. Это больше контроля типа. Метод post, request URL, и собственно body, который мы передаем. Дальше мы проставляем, что там у нас content type JSON, и делаем вызов, HTTP вызов, который нам присылает ответ. Соответственно, мы в ответе проверяем, что это статус ок пришел, и распаршиваем ответ. Все. Тут к нашему уроку большого отношения работа с HTTP не имеет, просто базово показал, что мы вот такой вот клиентик намутили, и он будет как-то там по сети ходить. Базово мы сделали. Теперь нам нужно, как мы убедились, адаптер соорудить. Как это будет работать? Давайте для начала создадим модель бизнесовую. Как она будет работать? Этого мы в папочке Model выделили Supplier. Это модель, которая относится, по сути, к вот этой вот хреновине внешней интеграции, поэтому мы ее в отдельный пакет просто выделили, чтобы удобнее было. Что тут есть? А по сути, на нашем языке просто их ответ. У них есть cost кредиты, у нас price. Цена в рублях. Вообще в копейках, конечно, лучше сохранять тогда, для того, чтобы не париться с флотом. Допустим, у нас до рублей округляется. И part type.
У них это не part type, у них там vendor SKU, да, а у нас вот part type. То есть мы будем в вот такой структуре преобразовывать, стараться их ответ. Вот мы свой сделали. Причем еще и value object переиспользовали. Вообще красота. А теперь адаптер. Что адаптер из себя представляет? Во-первых, тут мы захардкодили, хотя это можно, конечно, в конфигурацию выносить. Курс credit to rubles. Возможно, даже какой-то другой метод бы у них был, который бы возвращал текущий курс. Тут маппинг у нас есть одного к другому, что типа наш hull это их GP hull 001. Ну и наоборот. Короче, маппинг в обе стороны у нас есть. Мы захардкодили. Ну, нам же описали его. И дальше адаптер. Адаптер включает в себя тот самый клиент. Клиент, который мы раньше написали. Вот тот самый вот этот клиент, который ходит к ним, он включает в себя этот адаптер. Обратите внимание, сам new client, его нельзя создать и снаружи. То есть мы снаружи только адаптер создать можем. New client это как бы внутренняя сущность, которая используется в адаптере. Мы ее снаружи создать не можем. То есть видите, как раз адаптер base URL принимает и сам вот тут создает себе клиента. Ну и что из себя адаптер представляет? По сути, это обертка над тем самым getPrice, который у этого стороннего API есть. То есть мы здесь принимаем part types, уже нашу бизнесовую сущность. Здесь ее конвертим к vendor SKUs, то есть к их виду. Затем у клиента вызываем getPrice, и ответ, который они в своей форме прислали, мы просто конвертируем к своей форме, преобразовывая вот свою part price. Ну то есть достаем у них там SKU part types, точнее, достаем vendor SKU. Благодаря мапе мы переводим, что же за тип данных это наши hull, engine там или ViaPun. Дальше price мы достаем из кредит коста и умножаем на текущий курс. И в итоге все у нас аккуратненько преобразовалось. И теперь у нас готова наша вот эта вот бизнесовая моделька part price. И мы спокойненько вот этим методом можем использовать его в сервисном слое. Вообще никак не зная ни о каких vendor SKU, кредит-костах. От нас это закрыто. А закрыто интерфейсом будет. И вот в следующем как раз коммите мы передвигаемся к этому и этим занимаемся. Смотрите, мы в наш сервис Assembly добавляем, во-первых, интерфейс. Вот он. Price port. Назовем его так. То есть порт, в общем-то, выступает в виде такого интерфейса. И вот этот метод, который мы только что видели реализованным, здесь присутствует. И мы вот этот порт как зависимость создаем в нашем сервисе. То есть мы взаимодействовать с внешним миром можем через этот порт. За самим портом, который интерфейсом является, скрывается тот самый адаптер, который является обвязкой, который защищает нас от вот этих странных, ужасных, непонятных моделей данных, которые присущи другим API. И все. Дальше мы просто этот порт юзаем, где нам только нужно. А юзаем его вот здесь вот. То есть, когда мы хотим посчитать стоимость корабля, ну вот новый метод появляется, мы как раз это и юзаем. Как считается стоимость корабля? Давайте. Мы получаем текущий корабль по ID-шнику. Дальше мы получаем список установленных уже деталей. Помните тот метод, да, который мы уже использовали. Затем мы список этих установленных деталей прокидываем в getPrices. И дальше это уже через адаптер улетает в внешнее API, и нам возвращается совокупная стоимость. А точнее нам возвращается слайс стоимостей. И мы бежим по этому слайсу стоимостей, считаем общую стоимость и уже можем вернуть спокойненько ship ID, ну тут вот специальная DTO-шка есть, ship ID, total price, part prices. Ну, DTO-шка выглядит вот так. Мы total price на всякий случай посчитали, чтобы если что его где-то использовать. Part prices, ну это вот та хрень, которая из API прилетела. Все, вот этот метод нам весьма будет полезен. Для чего он может быть полезен? Во-первых, при сооружении корабля, ну, к примеру, у него корпус уже есть, двигатель мы поставили, и мы размышляем, а стоит ли на него ставить еще щит? Или мы уже по бюджету не влезаем? Мы дергаем getEstimate и смотрим, какая текущая его стоимость. Дальше принимаем решение, навешиваем еще и еще раз считаем. То есть getEstimate можно вызывать еще в процессе постройки корабля. Ну и по факту, для того, чтобы эта вся история у нас заработала в нашем API, нам этот метод нужно в хендлер тоже пробросить. И вот как раз в следующем коммите мы в хендлер это дело пробрасываем. То есть в хендлерах, вот здесь вот, в Assembly, появляется новый хендлер. Вот он, getEstimate. По сути, что он делает? Он принимает ID-шник корабля, по которому хотим стоимость посмотреть, преобразует там его и вызывает сервисный слой. Получив estimate, ну там уже эти конвертации всякие, да, которые нам знакомы, потому что мы уже независимые модельки юзаем на разных слоях, поэтому везде конвертерами все обмазано. И все, и возвращаем. Вот вся логика. Единственное, что нам теперь остается, это при вызове метода complete, когда мы уже, ну, говорим, завершаем сборку корабля, нам финальную стоимость посчитать. А для этого прыгаем на последний коммит 5-го акта.
И давайте поглядим на наш метод complete. Смотрите, мы для того, чтобы логику переиспользовать, getEstimate немножечко упростили. То есть мы получаем корабль, его по ID-шнику, закидываем сюда в calculate estimate, и он рассчитывает. Ну, тут то же самая история, которая была. Просто кусочек небольшой выделен в отдельную функцию. Для того, чтобы переиспользовать этот кусочек как раз-таки в методе complete. Вот, когда complete вызывается, мы уже как бы и так корабль получили, поэтому мы его спокойно передаем, рассчитываем его стоимость и затем с этим финальную стоимость в наш корабль. И обратите внимание, что мы именно метод set используем специальный, который final price, ну то есть мы кораблю добавили стоимость, новое поле просто final price, и для него сделали setter. Зачем этот setter нужен? Во-первых, как мы уже раньше говорили, spaceship, вот это вот, да, мы должны делать приватным по-хорошему, ну, чтобы нельзя было его создать через функцию new. А значит, мы не можем напрямую к его final price обратиться. Так, через setter мы спокойненько записываем. Плюс тут еще можем валидацию позже сделать, ну типа, а вдруг она там стоимость кривая. А так мы спокойненько зафиксировали эту стоимость и затем вызвали complete assembly. И после этого текущее состояние spaceship, у которого статус поменялся, total price и так далее, мы сохранили в репозитории. В итоге 5-го акта мы реализовали с вами anti-corruption layer. То есть это паттерн, который позволяет изолировать внешний мир от нашей логики. Если бы этого не было, то нам бы пришлось тащить в свою логику их терминологию. Это звучало бы примерно так же, как если бы ты такой: о, хочу заказать там, не знаю, пиццу. Звонишь, а там по-итальянски базарят. О, хочу заказать суши. Звонишь, а там по-японски базарят. И тебе все время надо учить новые языки. Лучше звонишь, там кто-то один, кто понимает на русском, тебе отвечает, а дальше там уже не важно. А еще, знаешь, какое у нас преимущество благодаря вот этому anti-corruption layer возникло? Вот мы, по сути, связь с поставщиком текущим имеем через вот этот порт, через этот интерфейс. И нам ничего не мешает в будущем поменять этого поставщика, потому что наша-то внутренняя модель останется той же самой, а другой поставщик, у него может быть не vendor SKU называется, а какой-нибудь там special ID, или там не кредит косты, а какие-нибудь там попугаи, а нам наплевать. Мы просто адаптер новый напишем, но зато в сервисном слое вообще ничего не будем менять, потому что тут вот мы на это рассчитываем. Мы не рассчитываем на типы данных, которые с поставщиком связаны. А если бы мы паттерн этот не использовали, нам бы пришлось еще и бизнес-логику менять. Ну там бы шляпа бы полная началась. Когда же нужен anti-corruption layer? Когда у тебя есть интеграции с внешними поставщиками, всякие денежные операции, биллинги, CRM-ки и прочее. Есть работа с устаревшей legacy системой, в которой свой формат данных, и ты хочешь от него отгородиться. Присутствует импорт данных из другой системы. Имеешь интеграцию с какой-то библиотекой, у которой странная API. Внешняя система — это чужая территория. Anti-corruption layer выступает в роли погранконтроля. Ничто чужое не пройдет на нашу территорию без перевода на наш язык. Звучу как Трамп. Anti-corruption layer нужен не только для внешних API. База данных — это тоже внешняя система. На моем курсе по разработке микросервисов на Go мы строим аж 6 микросервисов, которые между собой взаимосвязаны. В том числе они используют и Postgres, и Redis. И для работы с ними мы пишем правильные абстракции, которые позволяют изолировать какие-то особенности этих технологий от нашего домена. Чтобы по итогу при смене базы данных или очереди сообщений у нас не ломалась бизнес-логика. Поэтому, если хочешь научиться разрабатывать серьезную архитектуру не в рамках одного сервиса, а в рамках целых 6, как на реальной работе, то добро пожаловать на курс. Ссылка в описании. Интеграция готова, домен защищен, поставщик начал детальки нам присылать. Тут приходит начальник цеха, злой как собака, и говорит: какого хрена, у нас табло висит, где мы отслеживаем статусы кораблей, и оно постоянно зависает. Список из 50 кораблей грузится минуту. Мне, говорит, нужно всего лишь вывод названия, статуса и процент выполненности корабля. Какого хрена так тормозит-то? Ну давайте разбираться, что пошло не так. Ну что, перепрыгиваем на первый коммит нашего 6-го завершающего акта и почитаем документацию. Табло в цеху показывает список кораблей в сборке. Нужны только название, статус и процент готовности. Обновление каждые 5 секунд. Текущая реализация не справляется. Он, видите, жаловался, что у него там каждую минуту только там все висит. Минуту грузит, охренеть. А надо 5 секунд. Детали компонентов, корпус, двигатель, щит, бла-бла-бла на табло не нужно. Получается, у нас сейчас текущий API предполагает получение корабля со всей его обвязкой, всей внутренней структурой. У нас есть assembly, есть какой-нибудь там метод get by ID, к примеру, да? Или даже get all.
Что он возвращает? Он, по сути, сейчас возвращает вот такую вот штуковину со вложенными структурами и кучей всякой фигни. Все это на табло не нужно. Из-за этого все тормозит. Потому что мы, во-первых, и из базы, ну в данном случае мапы, тягаем довольно тяжеловесные структуры, и по сети мы ее сильно напрягаем вот этими тяжеловесными структурами. А если там дохрена кораблей, то ощутимая будет задержка. Плюс ко всему проблема еще и в том, что при загрузке вот такой вот через наши вот эти умные агрегаты мы еще и какие-то проверки наверняка делаем, которые тут избыточные. Нам тут просто получить сырые данные, показать и все. Тут мы не для каких-то бизнес-задач это все получаем. По итогу получается, что вместо того, чтобы 4 поля ему загрузить, мы загружаем штук 30 вот тут вот этих полей. Все это выглядит словно если бы нас попросили: слушай, брат, загрузи список сотрудников, которые у нас работают. И мы вместо этого списка фигачим по каждому из них лично отделом на 10 страниц. Очень удобно. Но давайте прикинем нашу эффективность. Он хочет на табло 4 поля. Айдишник, название, статус корабля и процент готовности. Мы грузим 30. И вот, к примеру, 50 кораблей. Мы загружаем 1500 значений, а надо было всего лишь 200. Эффективность 13%. Ну и как же это дело оптимизировать-то все? На самом деле нужно read сценарий, то есть чтение, отделить от сценария, который записывает. Есть такой паттерн CQRS. То есть как раз таки разделяем команды и запросы. Запросы это типа то, что на чтение, команды это то, что там какую-то модификацию подвергают. Получается, нам нужно сделать какой-то отдельный endpoint, который будет заниматься исключительно чтением, без всяких проверок. Он тупо холостой, он тупо облегченную модельку читает. Не нужно там супер много полей доставать. У нас тут как раз таки в ТЗшке предлагают, что вот у нас GetAssembly там, он возвращает полные данные для управления сборкой, как оно и все и было. Но при этом мы сделаем read, то есть getSpaceship и getSpaceship по айдишнику. Он возвращает только вот эти нужные поля, которые на табло отрисовать. И все. То есть вот в таком вот виде он бы нам просто возвращал, и табло бы спокойно отрисовывалось. По айдишнику возвращалась бы детальная карточка конкретного корабля. Для того, чтобы если мы ткнем на конкретный корабль на табло, его карточка полностью бы открылась. Вот такая вот, да? Окей, давайте этим и займемся. Для начала давайте просто модельку, вот эту вот read модельку опишем. Давайте вот в model query. Ну, в подпапочку выделил, чтобы, если что, было легко искать. Айдишник, имя, статус. Как мы вычисляем competition percent? Тут отдельный метод, короче, под это дело. Заводим. Ну, у нас 5 с вами деталей, и тупо каждый из них по 20% накидывает. Это супер упрощенная логика, чисто для демонстрации. Изначально 0, и каждый по 20. Все. Супер простой метод. Кроме spaceship list item, вот этого, да, который мы будем использовать для самого табло, мы еще используем вот такую отдельную spaceship detail. Это данные, которые будут открываться на карточке корабля, вот этот spaceship по айдишнику. Тут вот часть данных присутствует. Возможно, даже они отчасти совпадают с данными, которые в самом спейсшипе, но тут без всяких value объектов и агрегатов, потому что тут супер облегченная хрень, не требующая никаких валидаций, ничего такого. Просто достали данные и не паримся. Ну а теперь нам остается только лишь ручку приделать. Давайте просто перепрыгиваем на последний коммит, и тут на самом деле ничего такого сложного. Начнем, как всегда, с репозитория. Репозиторий — это у нас со спейсшипами связано. Я тут отдельно выделил read repository. Просто рядышком положил, пару методов сделать. Он будет переиспользовать репозиторий, который мы изначально создавали. Ну, что типа Object Connect там будут разделять к базе данных и так далее. Создается он как раз путем переиспользования. И дальше у него есть метод list. Он достаточно простой, тут ничего такого. Он просто получает все данные из мапы, из нашей, и только лишь некоторые данные использует. То есть 4 поля, которые нам были нужны, мы спокойненько забираем их, накладываем. В случае SQL запроса у нас бы SQL запрос просто был бы более короткий. И все, и возвращаем. Процент готовности мы тут вот прям считаем на ходу. Ну и есть метод, который типа получает детали. Детальное описание спейсшипа. Он чуть больше полей, да, для себя забирает. И тут вот еще вот эти заполняют опциональные поля. Есть они там или нет, айдишники, их надо указывать или не надо. Тут самые обыкновенные методы, короче, без каких-то хитрых и выдуманных историй. А теперь думается нам, надо еще сервисный слой посмотреть. А фишка вся в том, что сервисный слой у нас же по задумке выполняет роль бизнес-логики. То есть хендлер что-то принял, обработал, репозиторные данные подготовил, а тут вот какая-то логика посередине. А поскольку мы сейчас делаем просто query, то есть по сути просто read сценарий чистый, вообще без каких-либо проверок, нам сервисный слой тут не нужен. Тут нет никакой бизнес-логики. Максимум он будет проксировать одно в другое. Нахрена его вообще делать? Поэтому в данном случае мы прям в хендлере можем без проблем вызывать репозиторный слой. И вот смотрим, в хендлерах мы что делали? Spaceship создали. Во-первых, мы в роутере добавили, да, 2 этих эндпоинта, которые нам требуются. И дальше в хендлере просто вызываем, видите, напрямую query
репо. Статус прочитали и все, получили. Данные передали. Конвертеры использовали. Конвертеры тут прям вот получается напрямую репозиторные в хендлеровский, данные. Тут 1 к 1, они в принципе очень аккуратненькие, компактные. Респонс, вот он тоже вещь. Мы уже видели это, да. В принципе, теперь оно без проблем будет работать. Вместо там 30 полей мы будем тащить всего лишь 4 на запись. И никакую дополнительную абстракцию в виде сервисного слоя мы проходить не будем. Мы напрямую в хендлер будем долбиться. То есть ключевая идея, мы разделяем сценарий записи данных и сценарий чтения данных. В случае write сценария записи, у нас запрос преодолевает полный путь. Хендлер, сервисный слой, агрегатная логика, репозиторный слой. В случае read сценария, то есть чтения, мы упрощенный путь используем. Из хендлер слоя сразу попадаем в репозиторный. Когда нужно использовать CQRS? Первое. Чтение тормозит. Данные долго летят по сети, потому что их дохрена, они избыточны. Второе. Для отображения данных не нужна никакая агрегатная логика. Третье. Read и write сценарии сильно отличаются по своей структуре данных. Когда не нужен CQRS? Как обычно, если у тебя простенький CRUD, без всякой логики, зачем тебе это? Второе. Чтение и запись похожи по своей структуре. И третье. Если нет проблем с производительностью, да к чему эти хлопоты? Важное уточнение. Мы сейчас с тобой посмотрели некоторую light-версию CQRS. Если мы говорим о какой-то продакшн сценарии, то обычно там выделяют отдельную базу данных, реплику этой базы данных, в которую только читаем, а в другую только пишем. И они между собой синхронизированы. Фишка в том, что если избирать вот этот продакшн сценарий, то тебе понадобится удобная обертка над клиентом к базе данных, который бы маршрутизировал эти запросы на чтение и на запись. Чтобы для кода довольно прозрачно переключаться между этими разными коннектами. И вот на моем курсе по разработке микросервисов на Go мы как раз таки такую оберточку-то и делаем, что там у тебя несколько коннектов сразу хранится, и ты спокойно их переиспользуешь для сценария чтения, для сценария записи, и можно потом это будет в работе в том числе и использовать. Напоминаю, ссылочка на курс в описании. Давай еще разочек зафиксируем. Агрегат наш, который мы написали, он заточен на изменения. Благодаря своим инвариантам он целостность данных сохраняет. То есть вот эти бизнес-правила там в нем содержатся. А read-модель, она тупо на чтение, оптимизирована под конкретный юзер-интерфейс. Мы прошли путь от 80-строчного скриптика до развесистого DDD, anti-corruption layer и CQRS. 7 этапов эволюции одного и того же проекта. Давай подведем итог, и я дам тебе четкий чек-лист, когда и какой подход лучше всего использовать, чтобы и не опоздать, и оверинжинирингом не заниматься. Вспомним все этапы. На первом этапе мы с тобою сделали простенький скрипт, который решал проблему, которая была здесь и сейчас. Архитектура там была абсолютно не нужна. На втором этапе у нас появился HTTP, то есть веб-взаимодействие. Там мы с тобой начали использовать трехслойную архитектуру: хендлер, сервис, репозиторий. На третьем этапе возникла нужда в валидации, и мы рассматривали варианты структурной валидации и бизнесовой валидации. И тут у нас появились Go-идиомы, как работать с интерфейсами и изоляция слоев друг от друга теми самыми интерфейсами. На третьем этапе количество логики стало расти, новые сущности стали появляться, Spaceship, и у нас появилось 2 сервиса и Mutex для синхронизации изменения данных. На пятом этапе возникли новые сложные бизнес-правила и возникла нужда в DDD, который мы эффективно стали использовать, введя туда value объекты, entity, агрегаты и прочее. На шестом этапе у нас возникла нужда интегрироваться с внешней системой, и там очень добрую службу нам сослужил anti-corruption layer, который изолировал нас от влияния внешней системы. И наша доменная модель осталась нетронутая вот этими вражескими терминами. И на финальном, седьмом этапе у нас возникла проблема с тем, что получение данных стало тормозить, когда нам не нужно было все данные вытаскивать, нам нужно было очень ограниченный кусочек данных вытаскивать и отображать на табло. И тут мы спокойненько воспользовались паттерном CQRS. А репозиторий с кодом ты можешь получить по ссылке в описании. И вот небольшой чек-лист, когда и какой подход использовать. Оставайся на простеньком CLI скрипте, если это одноразовый запуск или простенькая утилитка на пару сотен строк. Переходи к простеньким слоям, хендлер, сервис, репозиторий. Если у тебя появилось веб-взаимодействие, нужно сохранение данных в базу данных, больше одного разработчика, и хочется все-таки иметь тесты. И конечно же, если ты хочешь иметь тесты, юнит-тесты, то обязательно добавляй интерфейсы.
То есть изолируй слои друг от друга интерфейсами. Интерфейсы также будут полезны, если рассматривается смена компонента. Смена базы данных, смена поставщика какого-то внешнего и так далее. Переходи хотя бы ограниченно на DDD, если у тебя логика сервиса стала сложнее обычного круда. И вот эти бизнес-правила выстраиваются в сильную, серьезную цепочку ифов на несколько сотен строк. И при этом они еще и дублируются из ручки в ручку. Разделяй чтение и запись. Если у тебя чтение начинает тормозить, и сценарий чтения и записи по составу полей сильно различается. И при этом для отображения данных, то есть их чтения, не нужна никакая бизнес-логика. И, конечно, по мере развития своего проекта придерживайся 5 принципов. Первое. Усложняй проект по боли. Вот возникла у тебя боль, тогда усложняй проект. Заранее, типа на будущее, наперед делать этого не надо. Второе. Каждый слой – это своя ответственность. Они должны быть изолированы друг от друга. Третий. В соответствии с GoWay указывай интерфейсы по месту их использования. Вот ты тут собрался в этом файле интерфейс этот использовать, тут его и объявляй. Четвертое. Логика живет рядом с данными. Возникает куча логики, нехер ее прятать в какой-то там сервисный слой. Выноси рядышком к данным, к модельке. А иначе получится анимичная модель. А это кучу проблем приносит. И дублирование, и просто будет нихера непонятно. И пятое. Для чтения, когда оно сильно отличается по сценарию или тормозит, отдельные модели используй. Это нормально. Это был гайд по архитектуре проекта на Go, где мы разобрали архитектурные принципы и паттерны на примере одного гошного сервиса. Но если ты хочешь попробовать свои знания, увеличить их, окрепнуть в рамках 6 микросервисов, которые между собой связаны не только HTTP и gRPC, но еще и по Kafka, а все это сверху обтянуто мониторингом в виде логов через Elasticsearch, там и с логом, там и прочее. OpenTelemetry собирает всю телеметрию, включая метрики, которые выводятся и в Prometheus, и в Grafana, и также трейсами, которые через Jagger отображаются. Все покрыто тестами и имеет целостную архитектуру и целостную логику, то тебе, конечно же, на мой курс по разработке микросервисов. Микросервисы как в BigTech. 8 недель потного кодинга с еженедельными созвонами, обсуждениями волнующих тем, чатик, куча материала, под 100 уроков. В общем, закачаешься. Ссылочка будет в описании. Ну и финально. Архитектура – это не про то, чтобы сразу сделать идеально. Это про то, чтобы адаптировать свой проект под изменившиеся условия бизнеса. Если это видео было полезно, поставь этому ролику лайк, это помогает YouTube продвигать это видео, чтобы 1000 людей увидели его снова. Ну и, конечно, подписывайся на канал, чтобы не упустить другие ролики, которые будут в ближайшее время. Ну и вот эти вот ролики тоже можешь посмотреть, они уже вышли, это интересно, и это тоже. Давай, удачи.